что творится в группе, какие отношения между участницами. Сплетни, есть интрижки какие-то. Я была в розовых очках просто в этой группе. Что? Я не ожидала, что меня когда-нибудь в жизни вот так вот жестко облаханят. Девушки хакасские, туда не стоит даже хотеть. Мы почему-то опять ничего не знаем, ничего не видим. Не пришла на днюху, все, штраф 50 тысяч. Но это первое же ваше интервью, девчонки, давайте. Из-за этого мифа мы не вели страницы, нам было запрещено. В рабство попали девочки. Фит с экзибитом. Он не снимался, это все фигня. Это была одна из первых, кто знал об этом. Ты вот здесь вот не так вот сказала. И вообще у тебя голос какой-то не такой. Я тут всем аскиз. Возможно, я и дальше могла оставаться в группе. Так, поподробнее. Ты ему обязана полностью, он тебе ничего не обязан. И вот так вот получилось, что я решила уйти из группы. Можно было это говорить? Дорогие друзья, всем зен, всем здравствуйте. С вами Кэрри Домажакова, и вы на канале Кэрри Видео. Мои выпуски можно посмотреть на платформе YouTube, Рутуб и ВК Видео. Дорогие друзья, сегодня у нас особенный выпуск. В гостях у меня две прекрасные девушки, которых знают не только в России, но и за рубежом. Это бывшие участницы группы, всемирно известной группы Атукен. Группа Атукен – этническая музыкальная группа из Сибири, сочетающая традиционные мелодии коренных народов с современными музыкальными жанрами. Их музыка включает горловое пение, национальные инструменты и элементы шаманских ритуалов, создавая уникальное звучание этнофьюжн. Группа использует культурное наследие малочисленных народов Сибири – хакасов, тувинцев, долганов, объединяя древние традиции с современной музыкальной эстетикой. Атукен также известны своими коллаборациями с такими артистами, как известный голландский диджей и продюсер Ахмед Оскан и легендарный рэпер Экзибит, что позволило им выйти на международный уровень и привлечь внимание широкой аудитории по всему миру. Всем привет! Всем hello, ребята. И у меня в гостях сегодня очаровательные девушки Атамай и Кунчари. Всем привет! Всем привет! Девчонки, давайте расслабимся. Короче, все, отставили весь официоз. Хочется, чтобы подкаст прошел на лайте, налегке, так как мы записываем его уже второй раз. Первый, к сожалению, у нас получился сильно официально. Я там врубила из себя Собчак. И, короче, я не хочу такого же... Да, я вообще в негатив ушла. Да, поэтому все, отпустили. Я была не олдмани. И мы как-то сильно официально, на самом деле, выглядели. Кстати, можем показать кадры с первого подкаста, с первой записи. Да, вставьте, пожалуйста, это вот, где Кристина по жизни. По жизни я Кристина. Вот. И сегодня мы уже решили собраться сами, уже одеться более по-простому, но как бы Кристина По-свойски. По-свойски. Кристина Атомай у нас сегодня все равно олдмани, в отличие от нас с Лианой. Давайте, девчонки, познакомимся. Для начала хочется узнать вообще о вас больше, чем вы сейчас занимаетесь, какие у вас планы, потому что вы, в принципе, для аудитории своей не раскрыты как личности, вы были только в образе участниц группы Атукен, да, а сегодня хочется больше поговорить о вас. Но, конечно же, мы и затронем тему группы, для чего же мы тут собрались, да? Не вздыхай, Кристиночка, все хорошо. Раскрыть все карты, как говорится, что творится в группе, какие отношения между участницами и какие отношения между продюсером и участницами группы. Кристиночка, давай начнешь. Вообще, начни, пожалуйста, свой рассказ, почему ты вот Атамай. Всем интересно. И твое человеческое имя, пожалуйста. Да, здравствуйте. Мое человеческое имя — это Кольчикова Кристина. Евгения. Да, почему я Атамай? Это было задолго до группы, когда это у меня имя появилось. Я устраивалась в филармонию, а там, получается, самый главный пункт — это хакасское имя. И я ходила в библиотеку, взяла сборник с хакасскими именами и нашла вот там имя Атамай. В переводе означает огненная, можно еще сказать как богиня огня. Да, я потом со временем поняла, что да, это мое имя. А ты не хотела в паспорте его поставить?
Как второе, типа? Мгм. Кристина Было бы Отамай прикольно. через черточку. Не знаю, никогда не задумывалась об этом. Реально, Ну да, да, как звучит вариант. обалденно. Мгм. Кристина Отамай. Кольчикова Отамай, да? Девчонки вообще родом из Хакасии, на минуточку, если что. Но большинство людей, к сожалению, не знают вообще о группе. Я вот реально говорю, знаете группу Тукен? Ну, всемирно известна, у них аудитория большая, они такие, как бы, блин, в Хакасии люди живут, большинство участниц хакаски, и мы почему-то опять ничего не знаем, ничего не видим. Люди, вы чё? Реально. Вон какие красотки выступают на больших сценах, выступали. Ну и будем выступать. Да, поэтому хочется познакомить вас поближе с девчатами. Ну, по факту, по факту. Всем привет, меня зовут Шадрина Полина, и я косметолог с 10-летним опытом в бьюти-индустрии, из которых 5 лет занимаюсь любимым делом, а именно косметологией. Постоянно повышаю свою квалификацию и учусь у самых лучших специалистов. Моя философия в косметологии – естественная и ухоженная красота, чистая кожа без перегрузки лица. Я помогаю своим пациентам справляться с возрастными изменениями лица и шеи комфортно, эффективно и безопасно. Для меня важно использовать только качественные и сертифицированные препараты, чтобы вы всегда оставались довольны результатом. Ваша кожа – это ваше отражение, и она заслуживает лучшего ухода. Доверьтесь профессиональному косметологу, чтобы сохранить молодость, подчеркнуть естественную красоту и уверенно смотреть в зеркало каждый день. Я веду прием в 2 городах – Красноярск и Абакан. В будущем планирую расширить географию приема своих пациентов для того, чтобы большее количество людей могли попасть ко мне на прием и доверить свою красоту. Запишитесь ко мне на консультацию и сделайте первый шаг к своему совершенству. Первым 10 пациентам я дарю скидку 20%, но для этого подпишитесь на мои соцсети и отправьте промокод GARY20. С вами была косметолог Шадрина Полина. Ну и расскажи, давай, с тебя вот начали, продолжи вообще, как ты попала в группу, начнем с этого, а потом продолжим, чем ты сейчас на данный момент занимаешься, какие у тебя планы. Как я попала в группу? Я переехала в Красноярск и выступала на каком-то мероприятии, землячестве. И, там меня, видимо, знали, и он общался, продюсер. Кто? Продюсер. Группа «Атукен». Он как-то общался с председателями автономии. Ну и вот он ему позвонил, сказал, мне нужна, видимо, хакасочка, играющая на хомусе. И они дали ему мой номер, и вот так он со мной связался по телефону. Сказал, приходи, будем играть, петь. Ну, для тебя это была такая возможность, да, как-то больше проявиться? Ну да, я вот, получается, уволилась с работы, переехала, и вот этого мне, наверное, не хватало. Я думала, это будет ближе к этому, чем я занималась, но это было вообще абсолютно противоположное. Нет, какие у тебя были сначала вообще мысли, когда тебе предложение поступило? Что ты ожидала? Ну, я вообще хотела просто заниматься, чтобы я не теряла, так скажем, навыки. Он мне обещал хороший заработок, поездки в разные города России, так скажем, и за границу. И меня это привлекло. Я думаю, а почему бы нет? Если это мне нравится, я буду зарабатывать хорошие деньги, почему бы нет? Как хобби. Ну и вот. И все это переросло во что-то такое. Что-то большее. А у тебя музыкальное образование, да? Ты училась? Да, я закончила музыкальный колледж. До этого я училась в музыкальной школе в Харандашии. Начала в Кызыласе. Да, оттуда я родом. Можно было это говорить? Да нужно, ты что? Мы же не вот Расслабься, милая. Ты что такая-то? Расслабься, ты что-то какая-то скованная. Все, я расслабилась. Я по наитию чисто. Это просто, я не знаю, говорить вообще, откуда я, с какой Да, девочки. конечно. Нет, это же интересно, мы же наши ради этого же собрались. Я смотрят. всегда Весь скрывала мир. к чему-то. Что? Да. Ты серьезно? Я тут всем аскиз Нет, говорю. это не в том плане, что типа мне стрёмно, а что, наверное, это еще из группы идет. Я думаю, да, наверное. Так, подробнее, почему начались комплексы? Что ты из деревни? Нет, не то, что из деревни, а именно то, что откуда я родом. Информацию типа в голове фильтровать нужно. У нас же всё одна поняла. история, да. А мы Так, ну вот это мы... затронем попозже. Да, затронем попозже, просто... Мне сказали не перескакивать с темы на тему, поэтому я молчу. Да, ну,
просто в группе вам нельзя было говорить вообще? Да. Кто вы, какой вы национальности даже? Ну, поначалу, да, было такое. Мгм, очень строгий. И я почему-то после этого, да, начала скрывать, что я именно с Кызыласа. Я с Кызыласа, со Скидского района своего любимого. Да, тут начался мой музыкальный путь. Потом я переехала в Абакан, поступила в гимназию. Там вот в Харандашии училась, закончила гимназию. Поступила в колледж, и вот получила образование среднее. Я артист оркестра, концертмейстер. А как она поет? Молодец. А как Да. она поет, господи. Вот кого надо было в солистке. Нет, я ничего не говорю. Солистка группы Атукен огонь. И бывшая солистка группы Атукен огонь. Но, Кристина, я не знаю, почему не было песен с твоим участием. Как бы ты ему сейчас можешь ответить быстренько? Почему? И мы дальше про личность вашу будем говорить. Почему меня не делали солисткой? Да. Ну, нет, не солистка, а хотя бы песни какие-то. Вопрос хороший. Да, я считаю, что это была такая некая ревность. Мне не давали дорогу. Продолжишь попозже, да? Да, продолжу. Более Попозже. подробнее об этом. Хорошо. Продолжу. 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 Ты закончила, поступила, начала играть в группе, и все это время, со скольки лет, получается, ты участвовала в Именно в проекте группе Атукен, да? мне было 20. Я пришла в 20 лет. А сейчас тебе 23. А сейчас мне 23. А мне 29. А мне 22. Самая молоденькая тут сидит, Да. красуется. А выгляжу на 30. Всем здравствуйте, меня зовут Мария Баутина, и вот уже на протяжении 6 лет я занимаюсь психологией и коучингом. Психология и коучинг – это инструменты для глубокой трансформации, которые помогут вам понять свои истинные цели и увидеть скрытые препятствия на пути к ним, разобраться, что удерживает вас на текущем уровне, и сделать уверенный шаг вперед к большему доходу, гармоничным отношениям и внутреннему благополучию. Осознать, кто вы на самом деле и что действительно хотите, не подстраиваясь под мнение окружающих. В процессе работы вы научитесь преодолевать страхи, стыд и внутренние барьеры, избавляться от ограничивающих убеждений и старых моделей поведения, которые мешают вам развиваться, делать выбор в пользу себя и своих истинных желаний, создавать свою реальность, программируя будущее, о котором вы мечтаете. Мой подход сочетает глубокую работу с психологическими установками и осознаниями, с практическими методиками коучинга, которые дают быстрые и ощутимые результаты. За более подробной информацией вы можете подписаться на мои социальные соцсети. По промокоду CARRYVIDEO я дарю вам бесплатную консультацию, где мы сможем подробно, индивидуально разобрать любой ваш запрос. С вами была Мария, коуч-психолог. Лиана, детка, давай. Всем привет. Меня зовут Чебокчинова Лиана Олеговна. Я бывшая участница группы Атукен. Мое сценическое имя Кюнчари, что означает «лучик солнца». В переводе с хакасского как раз-таки языка. История создания этого имени очень интересная. Я позвонила своему преподавателю хакасского языка и говорю: Елена Яковлевна, какое имя мне подойдет сценическое? Она говорит: ну, не знаю, наверное, что-то связанное с солнцем. Вот так вот получилось мое имя. Лучик солнца, Кюнчари. Расскажи вообще, как ты попала в группу? Мне в Инстаграме написал мужчина, представился продюсером группы Атукен, просил мой номер телефона. Я такая думаю, ну, вроде бы, знаете, не фейковая страница, как бы реально что-то есть такое, связанное с этникой. Ну, скинула свой номер телефона. Он со мной связался, сказал, что вот, я как бы занимаюсь продвижением малочисленных народов Сибири. Хотел бы позвать тебя в свою вот музыкальную группу. Я такая думаю, странно, я типа не музыкант. Вот. Но решила все-таки приехать, посмотреть что да как. Съездила на одну репетицию. И как тебе? Я была немножечко в шоке, думаю... И еще такие мысли типа были, что тут происходит? Что здесь творится? А что именно? Ну, не знаю, как будто бы какой-то вообще отдельный мир, куда ты заходишь, где там просто Непривычное такая движуха творческих людей. И, ну, как бы это немножечко выглядело для меня пугающе. Поначалу, кстати.
Вот, а потом выступила на одном концерте, заработала свои первые 5000. Так это после первой репетиции у тебя? Это нет, это было после первого концерта. Нет, а сколько репетиций было до Выступила. первого концерта? Ну, до первого концерта репетиции 2, наверное, было у меня. Окей, вопросики. Да, вопросиков есть как много. так быстро? Мне сказали, вот гитара, вот песня. Вот тут надо тебе попасть, и тут тебе надо попасть. Мгм. Вот. Потом, типа, со временем адаптируешься и будешь, ну, как бы, овладеешь этим инструментом. Все понятно. Поподробнее тоже чуть попозже, да? Да. Хорошо. Отлично. А сколько ты в группе вообще состояла? В группе я была 3 года, наверное. Мгм. Да. Я пришла в 19 лет, вот мне 22, и я вот ушла по лету этого года. Девчонки покинули группу в августе, В получается. августе 2024 года. 1 августа. 1 августа, да. Я помню этот день, как я писала это сообщение. Расскажи. Было немножко волнительно. А мы еще с Кристиной, по-моему, переписывались, да? Нет. Нет? Ты неожиданно написала, ты такой, Ляна, ты почему молчишь? Думаю, когда ты, почему ты написала, не сказала мне? То есть у вас не было договоренности, да, покидать группу? Ну, мы так, плюс-минус. Я вот, например, делилась с Кристиной, что вот я хочу уйти. Мгм. Вот, готовила себя морально, финансовую подушку безопасности тоже готовила для себя. Вот, и, ну, как бы точной даты, точного времени у нас не было такого. Вот я написала в общую беседу в Атукен, в группу в WhatsApp. Вот, и потом мне посыпались сообщения. Я такая, режим модема, режим полета, точнее. Вот, и все. И отложила телефон, наверное, на пару часов, потому что для меня это тоже было волнительно. Я даже не помню, что я написала, но, кстати, могу найти, если надо. Потом, может, мы все равно к этому вопросу вернемся, потому что, ну, очень много причин, почему вы ушли из группы, и к этому вернемся тоже немножечко позже. Девчонки, расскажите, сейчас хочется больше о вас узнать, чем вы сейчас занимаетесь, как ваше эмоциональное состояние, психологическое на данный момент? Ну, я кайфую, потому что во время пребывания в группе я постоянно была тревожной. Постоянно какие-то, наверное, психи были. Ты не могла спокойно съездить домой в этом плане. А сейчас я чувствую себя прекрасно, что мне никто не трезвонит, не говорит, что где ты там и так далее. Чем ты сейчас занимаешься вообще? Я ищу себя, ищу, чем мне дальше заниматься. Начала петь, начала вести как-то блог. У тебя отлично получается. Инстаграм, да, Да, спасибо вообще большое. большая молодец. Вот тоже, да, выхожу из зоны комфорта, потому что, когда была в группе, все запрещали, даже нормально вести страницу не могла. Мне даже тоже девушка одна говорит, после твоего ухода ты как будто себя чувствуешь намного легче. Легкость какая-то. И в блоге, говорит, ты себя по-другому показываешь. А мне кажется, как будто ничего не изменилось. А вот со стороны, да, как выглядит все по-другому? Да. Люди тем более замечают состояние. Да, вот состояние, оно такое более легкое стало. Нету никаких Ты напрягов. стала говорить, разговаривать в сторис. Для меня это вообще шок. Да. Просто, извини, конечно, но это было не мое кино раньше. Вот Да. ты просто снимала сторис, Да. какую-то обстановку себя, там, селфи, не селфи. А вот сейчас ты более живая. Ты идешь, ты свободно снимаешь себя. То есть не стесняешься, говоришь открыто. Я такое думаю, офигеть. А раньше у меня было, знаешь, впечатление, хочешь честно скажу? Да. Ты мне казалась капец высокомерной. Да. Ну да, у меня Такая есть такое вся, качество. не, красотка, я ничего не говорю, очень красивые девочки, но вот какая-то вот была, знаешь, как будто бы надменность. Хотя про меня, наверное, так же говорят, да, кто меня лично не знает, но вот какое-то, или ты лицо держала, как-то вот такое было ощущение. Ну да, да. А сейчас вот я тебя знаю уже, ну, как-то больше, да, лично, и совершенно другие впечатления, насколько ты очень улыбчивая, открытая, добрая, не сучка. Как казалось, да? Да. Ну, да, мне многие говорят, что у меня такое выражение лица Мгм. высокомерное. Ну, я не знаю, у меня, наверное, такая защитная реакция, что я не могу сразу людей к себе подпустить. И, наверное, вот такое выражение лица выдаю. Но так я, наверное, не такая. Да. Кристина еще на «вы» со мной сначала общалась долго. Мы уже лично общаемся, вот сидим, пьем чай там, да, она мне выкает, и такая думаю, так, она мне из-за возраста тычет, думаю, или что тут такое происходит? Да. Ну, у тебя просто такая привычка, да, с ну как, просто со знакомыми даже на «вы» общаться. Мгм. А с родителями ты на «вы» общаешься? Нет, на ты? Нет, на «ты»? Вот.
Надо отвыкать. Нет, это, знаешь, такой момент тоже профессиональный. Я тоже, когда в бьюти-индустрии работала, я привыкла говорить со всеми на «вы». И то есть, ну, неважно, там, знакомы мы, незнакомы, мало знакомы, вы и все. Так что я понимаю в этом плане. Так, ну а чем ты еще планируешь заниматься? Вот ты петь начала, на инструменте играть, я видела, да? Ты начала на репетиции ходить. Ну да, я так для себя играю на инструменте, хожу в свои коллективы, которые раньше была в своих коллективах. Что я херню сказала? Опять это сказала? Да. Ну да, я играю на хомусе так, для себя уже чисто. А что я хочу? Ну, в моих планах, да, можно, да, так говорить, что я бы хотела написать песню, выпустить песню на хакасском языке. Хочу, чтобы у нас... Умничка, это очень здорово. Я хочу, чтобы у нас было много хакасских, таких более современных песен, а не так старые там. Нет, мы эти песни любим, потому что они Да, народные, конечно, уважение да. и почет. Но хочется как-то живости, да? Да, хочется нового. Аранжировки, ну, как бы такие Да. получше. Ну, как получше, по современней, правильно сказала. Да, но хакасские песни, которые вот «Шалахашис Хакинеры», это просто, как сказать, хит каких годов. Они до сих пор в ушах, да, играют. Хочу что-то новое сделать именно в Хакасии, чтобы о Хакасии знали также и за пределами России, за пределами Хакасии. Вот. Потому что о нас мало кто знает. Я поэтому блог завела. Я Да. поэтому завела подкасты, хотя бы вот хоть чуть-чуть показать вообще, кто у нас в Хакасии живет, какие у нас талантливые люди, кто чем только не занимается. И поэтому, чтобы не думали, что мы где-то в Абхазии или там, не знаю, на Кавказе. Кстати, что касается, вот, например, Хакасии, я когда жила в Красноярске, я такая думала, блин, наверное, так мало творческих, интересных людей в Абакане, в Хакасии. Переехала сюда, тут столько классных людей, оказывается. Я очень рада знакомству, да, новым знакомствам. Кстати, да, вот до переезда в Красноярск, мне кажется, был Абакан таким серым, а вот когда в Красноярске уже жила, смотрю, какие-то новые интересные люди появляются. Начали подкасты снимать, господи, это вообще что-то невероятное. Да, давно такого не было. И реально по-настоящему какую-то Хакасия начала оживать. Начали изучать хакасский язык. Да. Начали ходить вот чатханисты, кто не знал, сделали рекорд, не знаю, мировой, не мировой. Вот недавно был фестиваль Баран-Талхан. Там установили рекорд, сыграло 223 чатханиста. И это, знаете, люди, которые также после работы пришли и поиграли, то есть любители. Я знаю, там даже спортсмены-борцы Карамчакова Татьяна Алексеевна. Можно так говорить? Да, конечно, обязательно. Вот. Как бы для меня это было просто вау, это такая мощь была, это сплочение хакасского народа, что люди, несмотря на свою загруженность, да, после работы и во время работы, они приходили и занимались, и сыграли. Это было просто вау, невероятно. Это был гастрономический фестиваль. Да, Баран-Талхан. Баран-Талхан. Я, кстати, к сожалению, сама не смогла присутствовать по состоянию здоровья, но есть кадры. Да, Мой менеджер поснимал специально. Я говорю, Машуль, обязательно поснимай, съезди. И она говорит, атмосфера просто невероятная. Да. Все вот это вот единство, единство Единство, народа, да. какая энергетика вообще невероятная. И чтобы Хакасия участвовала в книге рекордов Гиннесса, ну это, блин, большой почет, огромные молодцы, все, кто причастен к этому. Тамара Николаевна Чустеева, да, была во главе всего этого. Черков Сергей Трофимович, это вот, наверное, это они собирают вот любителей чатханистов. Есть клуб любителей чатханистов, Да, прям, да. да. Так что если у вас есть желание научиться играть на инструменте, особенно на чатхане, это вообще наш хакасское... Это наш древний инструмент. Да, древний инструмент, достояние хакасов. То для вас открыт клуб. Пожалуйста, приходите, занимайтесь, контакты оставим. И ты сама играла, да? Да, я сама играла. Вообще Хакасия, да, развивается, молодежь ожила. И знаете, такое ощущение, как будто бы раньше наша республика была под каким-то таким куполом, что ее не замечали, не видели. А сейчас и инфраструктура развивается, туризм, да. Люди стали посещать нашу республику. Очень много достопримечательностей стало появляться. И я очень радуюсь. Я вообще планировала после студенчества тоже остаться в Новосибирске жить, но
как бы так судьба распорядилась, что я вернулась, и мне, правда, хочется самой, чтобы у нас только все процветало, и творчество, и язык. Поэтому я полностью вот за наш народ. Наша многонациональная республика процветает. И, кстати, весной, девочки, вы же... Лян, ты участвовала, да, с нами на Чулпазе? Да, да. Да, и мы решили с девчатами, вот небольшой такой коллективчик у нас собрался, и весной 24 года мы собрались и сделали такой флешмоб, танцевали под национальную музыку. Сколько человек, 30, по-моему, пришло, и тоже очень круто такая атмосфера была великолепная. В национальных костюмах. Хочется, чтобы это не просто флешмоб был, а чтобы, знаете, это был тоже своего рода фестиваль. Да. Да, Чтобы увидели, все... как буряты или кто-то монголы выходят в национальных костюмах по городу улицы. ходят. Да. Вот Это он, очень Курултай. красиво. Да, очень красиво, эффектно, и как-то вот дух поднимается патриотически, да? Да. И хочется, чтобы не только хакасы выходили в национальных костюмах, но и все люди, кто проживает в нашей республике, наденут свои национальные костюмы и выйдут. Как классно шествие, да, в таких костюмах. Вау! Да. Обязательно, вот не В зря этом году переехали. надо сделать, мне кажется, А такое. мы будем готовиться заранее. Да. Потому что у нас праздник в марте, Чулпазы, Хакасский Новый год, и мы, правда, будем подготавливаться заранее. И хорошо, что вы переехали из Да. Красноярска в Хакасию. Будем, Движухи зажигать. поднимать. Да, будем сжечь, так что ждите. Лиана тоже сейчас поделится, расскажет. Чем я занимаюсь, да? Да, после группы. Хочу отметить, что мое моральное, эмоциональное состояние восстановилось более-менее. Оно стало таким стабильным. Нету таких вот качель, как это было в группе. Ну, это я наблюдаю, по крайней мере, в последнее время. Вот, потому что было очень много у меня тревожных мыслей по поводу моего будущего. Ну, как бы это, в принципе, нормально, что мы все задумываемся о том, что будет дальше. Но вот именно когда была я в группе, у меня было такое состояние не очень. Я думаю, Кристина помнит, да, эти времена? Да, я их тяжело переживала, потому что это все на моем теле сказывалось. Какое было состояние именно в группе? Что было не так? Я думаю, я сама больше всего себя загоняла. Я понимала, что это не то, чем я хочу заниматься на самом деле. Вот. Мне нравится сцена по сей день, мне нравится выступать на сцене, как я себя чувствую на ней. Но именно в роли кого? Вот в чем была загвоздка. Тебя не устраивало, что ты играешь на инструменте, а не поешь? Нет, не в этом дело было. Я вообще изначально сама на сцене лет с 5, наверное, с 7, как танцор. Я была в хореографическом ансамбле по школе, вот, была ведущей. И мне это нравилось. Мне нравилось, потому что я чувствовала себя в своей тарелке. Но я не думала, что меня когда-нибудь в жизни затянет в музыкальную индустрию. Вот, и я в роли исполнителя, в роли инструментала. И для меня это было, конечно, новенькое. Я попробовала. Мне, не скажу, что понравилось или не понравилось, 50 на 50. В целом нормально. Спасибо за опыт, как говорится, да. Но сейчас вот именно в этом направлении я себя не вижу. А в чем ты себя видишь? А я вот пробую, учусь чему-то новому, открываю что-то новое для себя. Вот сейчас я учусь играть на диджейской установке. Очень интересно. Кстати, спасибо Карине, потому что она мне подкинула эту замечательную идею. Она у меня была, мысль эта в голове, но я ее все откладывала. А тут мне Карина отправляет рилс в Инстаграме, и я думаю, блин, реально, а что нет? Там девушка просто на диджейском пульте бам-бам. Да, и я это почему-то... мой вайб такой, мне это нравится. Да. Я просто, знаешь, миг представила, думаю, Лианка, бляха-муха. Ну вот 100% думаю, она будет, если займется диджеингом, то она будет гастролировать по миру. Вот знаете, вот такие вот, как будто картинки пошли. Я думаю, блин, предложить, что ли, скидываю. Я говорю, давай, говорю, шуруй уже, иди занимайся. Оказывается, у тебя были такие мысли, да? Да, они были такие мысли, но я их все откладывала. И вот мне Карина отправила рилс, я такая думаю, ну а что кататься за яйца тянуть, пора уже идти. И на следующий день я уже стояла за пультом, это было мое первое занятие. Вот насколько быстро реализовывается все, когда ты не откладываешь это в долгий ящик. Да, я отучусь, и будет первая тусовка в Абакане, я соберу. Да.
местных ребят. Может быть, и не местные приедут. Вот. Хочу сделать, короче, вечеринку, попробовать себя в роли диджея. Я думаю, это интересно. Я же еще танцую. Я вернулась к танцам спустя 5 Кристиночка, лет. вы вместе ходите. Да, мы вместе Молодцы, ходим. девчонки. Женскую Спустя 5 энергию. лет. И мне это тоже нравится. Очень люблю танцы. И буду еще пробовать С себя каких лет в ты этой. танцуешь? С 7 лет. Ну, да. Ну, я в Большой садике ходила на танцы. Ну, там такие танцы были, типа, знаете, вот такое вот. А потом я пошла на танцы в школе. И через 10 лет я отложила вот это вот все. Потому что я думала, это ж так, хобби. Ну, ты Вот. планировала вообще как-то в сферу танцев пойти, там, может быть, на хореографа? Да, я после учиться? 9 класса хотела поступить в колледж хореографический. Но мне сказали, что это просто хобби. А что, мне 16 лет было, и тем более это сказал значимый человек в моей жизни, важный. Вот, и я отложила эту мысль. И вот спустя 5 лет я опять танцую. Ворвалась, короче, Да. Вот А тут еще такое, типа, знаете, желание прям мощное. После того, как тебя, ну, или ты сама себя держала в клетке несколько лет, ты выходишь из-под влияния всех вот этих вот людей, которые на тебя оказывали какое-то значение. Вот, и ты прям... И вот лично я зажглась. У меня есть желание делать, есть желание пробовать, творить и открывать что-то новое для себя. Ну, вы супер творческие, я говорю, что у одной танцы, у другой вокал, и сейчас и на танцы вдвоем пошли. Я просто... Давайте покажем, как вы танцуете. Ну, не сейчас, а именно кадр вставим, где вы круто двигаетесь. Да, еще лучше, ребят, вы можете это все посмотреть в наших актуальных историях в Инстаграме, подписаться, и я думаю, мы будем рады новым подписчикам. Да. Как бы я потому что танцы выкладываю. Вы можете посмотреть в актуальном. Запрещенная социальная сеть. Я вот смотрю и думаю, господи, какие они красотки. Вот женственность, да, как раскрывается. Да. Вы на хай-хил сходите? Да. Угу. Ну, я тоже какой-то период ходила, но поняла, что я все-таки пойду в зал штанги тягать. У меня была... Я вообще думала, что не стану на хилсы, потому что у меня была травма в детстве из-за танцев. А потом пришла, на пару занятий отходила. Хореограф у нас Саша, кстати. Прекрасная девушка. Она мне очень нравится. Прям вот что-то есть такая связь какая-то. Вот. И мне она очень нравится как преподаватель, как человек. Вот, и я на это смотрю в первую очередь, когда людей подпускаю в свое окружение, в свое энергетическое поле. Так, от кого вы узнали про Сашу? Я узнала от Кэрри Домыжаковой. Кэрри видео. Да. Кстати, много кто по моей рекомендации, на минуточку, да, рекламку, у кого надо покупать? Много кто по моей рекомендации вот так вот идет к мастерам, ну, кому я ходила сама. Да, это к Кристине пришла, к визажисту. Ну вот. Она мне тоже очень понравилась. Кристина, Саша, я вас люблю, девочки. Так что переходите в социальные сети к девочкам, девчатам. Раньше они не вели соцсети, как бы активности не было, да, в блоге из-за группы, как раз-таки из-за запретов. Поэтому сейчас есть такая возможность. Подписывайтесь обязательно. Подписывайтесь на меня. Да, я тоже веду блог. Кристина! Я тоже веду блог, стараюсь, раскрываюсь. И сейчас тоже мы предельно вот такие, какие есть в жизни. Не зажимаемся и не комплексуем. Кристина. Вот кто мог подумать, что она такая в жизни? Вот посмотрите. Кстати, давай расскажем, как мы познакомились все. Давайте. Ну, типа, мы-то знаем, как бы мы-то по работе познакомились. А как вы познакомились вдвоем? Я буду сейчас в роли ведущего. Давайте, рассказываем. Рассказываю. Я знала Карину так, чисто по соцсетям. Как бы я ее даже не знала. Такая, типа, Что за Карина там? Она что? А она говорит, что я токсик. Представляете, всю дорогу говорит: Ляна, ну ты токсик, ну ты абьюзер. Ага, вот посмотрите на нее. Да, как мы познакомились. Я была на тот момент в Питере. Сижу такая на вокзале, точнее, на вокзале. На каком вокзале? Как-то я сижу в Питере на ЖД-вокзале, и мне приходит уведомление. На тот момент я снялась в клипе. да, я сейчас тоже расскажу. Давай. Я снялась в клипе Денберелла Оржак «Хулгазн Кыз». Вот. Клип вышел, и я видела, что
Карина сделала репост и написала, отметила меня, типа, вот, Хакасочка снялась. Я тогда была капец в шоке, мне было так приятно, что, можно сказать, наши поддерживают меня. Вот, и тогда Обычно хейтят, да? Да. Вот, и после этого мы как-то начали, ну так, переписываться. Ну, чуть-чуть, да, где-то я на сторис Да. твоей отвечала, подкатывала. Ну, как это обычно бывает, да? Да, чуть-чуть мы так. вот так начали общаться. А встретились... А встретились вот, когда ты переехала уже. А, да, кстати, первый раз мы встретились, вот, когда я переехала. Ну, долгий был такой роман у вас социальный. Да, я касание делала касание. Давай вот про клип поговорим с тобой, да? Да, можно. Обсудим клип, получается. А они мне говорили, с темы на тему не прыгаем. Нет, ну почему? Мы сейчас же делимся просто, как мы познакомились, и мои впечатления про тот клип самый, всё, где я увидела. поняла. Получается, у меня есть хороший знакомый Айдын Монгуш, еще в студенчестве мы общались с ним, и он стал продюсером, и он тебя пригласил в роли главной, ну как главной героини, да, в своем клипе, и это изумительная песня на финском языке, еще и с английскими, да, там. Да, там Рон Маланга, артист. Мгм. Английский, кажется, не английский немножечко. Нет? Или я путаю даже, не знаю, Ну, он честно. американец, по-моему, на Да. английском там пели. Ну, наверное, да. Мгм. И я увидела, сразу на телеке врубила, думаю, блин, что за клип, посмотрела. И я плакала, прикинь. Да. Ты сейчас мне включи этот клип, я буду реветь. Ничего Я себе. клянусь. Ты там так офигенно сыграла. И я прям, я говорю, я всем, кто в гости ко мне приходил, я говорю, смотрите, я сейчас вам покажу. Я говорю, вот, посмотрите, какая красотка наша, говорю. Тувинцы молодцы, нашу красотку позвали. Ну, это вообще интересно. Мы же как бы все разные, да, национальности, мы все равно отличаемся друг от друга. И тут такая вот коллаборация невероятная. Блин, у тебя откуда такое актерское мастерство? Рождение. Вы посмотрите, это вообще пушка-бомба. На самом деле очень классный проект был. Я была в таком невероятном красивом месте, Тожу, если не ошибаюсь. Вот, там были моралы. И это такой северный... Очень похоже на север, да, просто? Да, это такой север Тувы. Очень красивый. Мы, получается, ездили в октябре, и там уже снег был по колену, можно сказать. Очень классное место, живописное прям. Саша, я тебя включу, ты тоже заревешь. Я почему-то, знаешь, такое впечатление, вот ты играла духа, получается, да? Мгм. И, блин, ну просто сюжет классный. Да, мне когда рассказывали, у меня мурашки по телу пошли. Это просто, я такая, что? Я там буду сниматься? Спасибо, что позвали. Ну тебе, как бы, мне кажется, легко давалось вообще. Как бы, да, без напряга мы там снимали почти мои сцены с первого дубля. А сколько съемка шла по дням? Мы там были день и ночь, получается, мы снимали. А, ну быстро, да, все закончилось. Ну так это мастерство природное. Ну Так что да. Кристиночку тоже как бы зовите на съемки, Да, посмотрите. творческие съемки зовите. Ну я вот, получается, реально увидела, такая, так, надо найти. И я на самом деле всегда горда, когда с нашей республики, неважно, там, хакасы, русские, без разницы вообще, когда наши представляют просто нашу республику. И так гордость берет, хочется репостить, там, говорить, вы посмотрите. Вот так же девчонка вот, да, девчоночка у нас. И у нас и Алиночка Аскаракова тоже молодец, тоже снимается, участвовала там, да, в каких-то там конкурсах. Я тоже всегда репощу. Короче, я поддерживаю просто своих. Близких Молодец. по духу мне людей. Да. Реально, просто многие... Немногие так могут. Да. Я без зависти, просто хочется от души, чтобы все видели наших талантливых людей. И поэтому и подкаст решила снимать. Больше говорить и познакомиться. Да, и получается, мы с тобой познакомились уже по приезду, когда ты выкала мне еще. Да. Когда я выкала. Да, и решили вот подкаст записать с девочками. Ляночка, ну а мы с тобой как познакомились? Спасибо, Кристина. А как мы с тобой познакомились? Ты на меня подписалась, получается? Вообще-то ты была подписана на меня А, да? сначала, да? Так, значит, я подписалась на нее, а потом ты на меня, наверное, подписалась, Да. да? Да. А потом я вела прямой эфир, еще тогда в Красноярске, кстати, жила. Вот, и Карина присоединилась. И очень тогда написала, на самом деле, интересные слова.
знаковые такие, да? Да, на самом деле, да. Скажешь, что ты написала? Я написала, когда-нибудь я дорасту до того уровня, когда возьму у вас интервью или приглашу в подкаст. Я даже тот момент, по-моему, заскринила, не Да, знаю, можно если найду там у поставить. себя в файлах. Я такая думаю, блин, было бы супер, конечно. Но на тот момент я еще ни одного подкаста даже не записала. Или, по-моему, один. Нет, не было ничего, у тебя ничего такого. Не было же, да? Не было, это был ноябрь. Это был прошлый год. Да. У меня тогда вообще еще ни ютубчика, ничего не было. Сань, прикинь. И прикиньте, вот год спустя мы сидим за одним столом, и она берет у нас подкаст. Это Ну, уже у тебя молодец, какой, 8-й прикинь, будет? прикиньте, год. 8-й подкаст. 8 или 9 мы там, в зависимости от ситуации, будем думать. Вот, молодец, большая молодец. И после прямого эфира я такая думаю, блин, надо написать ей, потому что она мне понравилась. И по внешности, и я вот прям вот чувствую, что люди вот, ну, мои. Вот, и написала. Мы договорились с ней о встрече. Я приехала в Хакасию, и мы встретились. Мы такие еще, вживую, да. что, может, встретимся, прикинь? Как свидание какое-то. Да. Знаешь, типа, девушка понравилась, надо... Ну, реально, я подумаю, что мы это самое. Нет, я ничего такого Да я в этом не шучу же, вижу, конечно. да, в том, чтобы написать человеку, вот, ты мне нравишься, давай встретимся. Ты мне эмпатируешь, типа... Импонируешь. Эмпонируешь. Импонируешь с этим. Эмпонируешь? Как еще раз? Импонируешь. Эмпонируешь. Симпатия, да? Да, короче, она мне была симпатична как личность, как человек. Ну, ты же Вот. тоже наблюдала за мной, да, Да, получается? Сторительчики мои. И вот мы встретились и начали общаться. Как-то сходу, да, начали Да. прям на одной Ну, то есть у волне. нас не было такого, знаешь, вот такой вот стены, которую мы проходили типа сразу. Короче, люди, которые мне нравятся, я вот сразу стараюсь перейти на «ты», убрать вот эту вот субординацию, потому что я понимаю, что в дальнейшем я хочу с человеком общаться, ну, как бы ближе. А мы вообще получилось как? Мы с ней поехали в кафе, да, встретиться, а оказывается, Лиана снимала квартиру в том же подъезде, где и я работала. Да, она на первом этаже, а я на 4-м, получается, жила. Прикинь, мы такие разминулись, вызвали такси по отдельности, в одно место приехали. И я потом спускалась с своей квартиры к ней вот в студию. Да, я пила еще там ресничками кофе. занималась, да. Я говорю, забегай, у меня там перерывчик, Лиана спустится с гулькой в голове, футболки, в шортах такие. Я помню, с прыщиком еще такая сижу, думаю, блин. Нет, было прикольно, на самом деле. Вот, и спустя год мы все так же общаемся, поддерживаем общение, иногда где-нибудь пересекаемся, видимся. Вот. Интересно. А с Кристиной я вообще не думала, что буду общаться, когда она пришла в группу. Но она также, на самом деле, про меня думала. Вот, у нас тогда были разные образы жизни, скажем так. Давай, рассказывай. Валивай. Да. У меня, получается, был такой период, неважно какой. Нет, я хочу не так рассказать об этом. Ну, давай по-другому. Когда Кристина только пришла в группу, наша прекрасная Отамай, было такое нейтральное отношение. То есть, новенькая, типа, я тогда была немножко другим озабочена. У меня вообще был другой круг общения, вот, другой образ жизни. Вот. А потом, спустя время, я начала работать со своим духовным наставником. Я недавно раскрывала эту тему у себя на страничке в соцсетях, в запрещенной сети этой по России, в Инстаграме. Что, нормально же сказала? Нормально. И когда я начала работать с головой, у меня вообще просто жизнь поменялась на до и после. У меня поменялся круг общения. В целом, мое отношение к этой жизни, к этому миру. Вот. И я начала больше заниматься спортом. С Кристиной больше начала общаться. Она мне начала импонировать, правильно сказала, yes. Импонировать, и как бы интересно стало мне с ней общаться. Я думала, что она вообще скучная. Но она не скучная. Ну, просто спокойно скажи, да? Ну да. Не вот это вот. Да, не фигня. Нет, мне кажется, это твоя теневая сторона. А еще, кстати, момент был, задание коуча было, напишите смешные моменты из жизни, да, по-моему? Что-то такое какое-то задание было. Я Кристине написала, и Кристина мне рассказала историю, я-то этого не помню. Вот мы с ней вместе ночевали, и, оказывается, я спала и ее укладывала. Бай. Да? Серьезно? Прикинь? Да. Да? Что за история? Не знаю, шиза, видимо, у меня какая-то была. Ну, у нее. Может, у материнский инстинкт просто уже проснулся? Возможно. 22 года. Ну да, как бы. Но это было смешно.
Это было смешно. И что вот ты начала заниматься с духовным наставником. Кстати, ты уже закончила, да, по-моему, с ним Да, работать? у нас закончилась с ней Сколько ты была в работе? С декабря прошлого года. С декабря, год. да. И то, какая была до, и какая сейчас, это совершенно два разных человека. Два разных человека, потому что мы отношение к жизни поменялось. Принципы тоже поменялись, ценности поменялись. Личные границы появились, представляете? Оказывается, у меня их все-таки до этого не было. Мгм. И вот эта вот заезженная фраза «внутренняя опора». Вот. А она на самом деле многое значит в нашей жизни. В тебя копнули, начали вытаскивать все твои боли и прорабатывать, да? Да, в глубину ушла. Я вот в этой глубине, скажем так, была на протяжении вот этих полгода, наверное, занималась. Прям вот так вот целенаправленно. А потом у меня были какие-то инсайты. Вот, потом это я внедряла все в свою жизнь. То, чему я научилась, то, что я осознала и поняла. На самом деле, когда ты понимаешь это одно. А когда ты это уже внедряешь в свою жизнь и живешь из этих принципов, ценностей, это уже совершенно другое. Вот. И внедрить, оказывается, было для меня не так-то уж и просто. Я просто помню, мы с тобой общались, и так ты записывала в близкие свои истории, где ты прям жестко плакала. Прям ты писала большие посты, что ты вытаскиваешь, да, из себя вот это вот все страхи, все боли, что ты представляешь маленькую девочку. Вот опиши вообще, через что ты проходила и как шла работа в целом. Там было на самом деле очень много практик, которые я делала вместе со своим наставником. Но одна из знаете, что мне прям запомнилось? Она у меня спрашивает: Лиан, ты хочешь потратить 5 лет своей жизни на то, чтобы проработать свои детские травмы? Я говорю, нет. Она говорит, смотри, мы 2 года будем вспоминать это, а потом еще несколько лет мы будем это прорабатывать. Давай просто простим, поймем их и отпустим эту ситуацию, будем жить дальше. Вот. И самое сложное для меня это было поработать с мамой, на тему мамы. Вы девушки, которые в курсе про это, но многие, наверное, зрители вообще даже не имеют представления, с чем мне пришлось было столкнуться в детстве. Я, наверное, более подробно эту тему раскрою, конечно, в соцсетях своих, но сейчас скажу, что работа была проделанная большая, и она была как раз-таки связана вот именно с той... Я не знаю, как объяснить это. Да простыми словами, как думаешь, скажи. Хочу рассказать, что я чувствовала после этой практики. Окей, давай. Я сидела на полу и плакала, потому что на самом деле мне было тяжело снять с себя эту ответственность за своих сестер, которые в какой-то период жизни я возложила на себя. Было тяжело признать себя ребенком, то есть дочкой своей матери, не на одном уровне с ней стоять и добиваться чего-то, да, вот смотри, мам, я такая молодец, вот, а встать в позицию ребенка своей матери. Это было для меня сложно. Вот, я помню, я сидела на полу и такая думаю, блин, да я же такая же дочка для своей мамы, как и мои сестры. Я не должна брать на себя такую большую ответственность и тянуть это все на себе. И тогда я взглянула на себя опухшей в зеркало и поняла, что, блин, Лиан, вот ты такая вот настоящая, вот с этими опухшими глазами. И... Да, вот это сторис я видела. Да, и нужно любить себя такой, какая ты есть на самом деле. Без вот этих вот всех масок, скажем так, без вот этого вот достигаторства. Ты в любом случае большая молодец. То, что есть у тебя сейчас в жизни, это уже хорошо. И за это уже нужно поблагодарить себя. Вот. Умничка. Вообще молодец, что ты решила вообще в практику такую пойти Мне и кажется, заниматься это год. может. Не каждый это может. Да. Просто, как ты знаешь, духовный наставник или там психолог, это же всегда звучит как-то так странно. Ну, нет, это сейчас уже заезженная тема, как будто бы для многих людей, и не видят в этом какую-то ценность, и места этому быть не дают. Слушай, ну ты первый человек, от кого я вот такие отзывы слышу про работу с психологом. Ну, она психолог, да? Она вообще психолог, да, ну и духовный наставник. Потому что чаще всего это было, да, типа, что не то, мне не помогло,
Я там тоже пыталась маму, папу проработать, там что-то однажды сходила на терапию, и мне не понравилось. По Хеллингеру там что-то было, по-моему, если не ошибаюсь. У нас были такие не совсем стандартные, наверное, практики, вот, но они дали очень мощный такой результат. У меня взаимоотношения с родителями поменялись от слова совсем. Я маме сказала, что я ее люблю, хотя долгое время я не могла как бы признаться себе и ей в этом. Ну и с папой отношения тоже поменялись. И отношения к людям, взаимоотношения с людьми тоже поменялось все. И восприятие себя тоже теперь иное. Ну, вот я тебе год знаю, правда, в начале общения, ну вот, как ты говоришь, да, до и после колоссальная разница, я тоже это вижу. Да, я помню, ты мне когда эту фразу сказала, и как бы, возможно, я не дала тебе столько реакций на твои слова, но я в голове прям, вот знаешь, прям посидела и подумала насчет этого. Мне было очень приятно услышать от тебя это. Тем более мы с тобой как раз-таки познакомились, когда я только пошла в терапию, Да, в эту, да. и вот сейчас до сих пор общаемся, и ты увидишь этот, наверное, результат. Ну и Кристина тоже, тем более, мы с тобой не первый год знакомы. Когда, кстати, вы стали близко общаться в группе? В начале года, наверное, да? Перед Шерегешем, наверное. Ну вот, в начале года. Ну, зимой, наверное, этой зимой 24-го года. Кристина не такая уж и скучная, да? Очень скучно. Мне с ней очень интересно. Вот мы с ней всю дорогу хихи да ха-ха, хихи да ха-ха. Очень интересно. Да, свои уже локальные мемы есть. Да, когда еще начали жить вместе в поездках, еще веселее стало. Да-да-да. Вот у вас же очень много участниц в группе, да, и все очень разные, все эффектные, красивые, талантливые. Какая вообще атмосфера в вашем коллективе была? Атмосфера, именно с моей стороны, мне было все равно на всех. Есть и есть. Меня просто иногда бесило, что я такой человек, как пунктуальный. Сказали прийти там к 7 часам, я приезжаю. Это поначалу было так. А потом, когда уже от девочек было такое, что они опаздывали, пришлось их ждать. И потом мне это как-то все надоело, и они меня все бесили. Ты, короче, ни с кем особо не общалась Особо, близко. да, я ни с кем не общалась, всего только с Лианой и с Алиной. Айко. О, Лина! Привет! Я по тебе соскучилась, девушка! Поначалу ни с кем не общалась, были такие отношения, коллега, и все. А потом мы уже начали с Алиной. Сначала я более-менее так хорошо начала общаться, потому что мы жили в поездках. С ней не общалась, потому что... Я потом расскажу. И вот потом, когда Алина ушла, мы начали так более-менее с Лианой общаться. Поначалу мы начали ходить на тренировки вместе. Да, кстати, по-моему, с тренировок все началось. Да, и вот какие взаимоотношения. Ну и все, в принципе. Ну, женский коллектив — это и есть женский коллектив. Как бы везде есть свои минусы. Везде кто-то кого-то пытается, там, может быть, в какой-то степени... Подначить, да? Да, вот так вот. Этому место быть. Как бы... С кем ты близко общалась? Я с солисткой общалась близко. С кем? С солисткой. Что, плохо сказала? Я близко общалась с солисткой. Это было, наверное... Я вот попала в группу, и у нас как-то пошло, и мы близко общались, несколько лет. С Азиан, да? Да, с Азиан. Еще с Алиной. Сайко. Да. На самом деле, поначалу я много с кем пыталась как бы найти коннект какой-то. Потому что я же такой человек, у меня нет личных границ. Не то, что личных границ, я просто очень общительная, эмоциональная и открытая этому миру. Вот. И я вот как бы ко всем вот так вот относилась. И со всеми пыталась как бы попытаться пообщаться, но потом поняла, что... Да, Лиана со мной пыталась пообщаться. Да? Да. Вот. Ну, как бы потом поняла, что не все мне откликаются, и в конечном итоге я осталась сейчас только вот с Кристиной. Вот из группы общаюсь с Кристиной, но иногда с Азиан поддерживаю общение. Отлично. А в поездках вообще какая была атмосфера? Я жила тоже с солисткой. И... Ну, ты говоришь, с Азиан жила. Ну, с Азиан жила. Я жила с Азиан, и у нас был свой вайб такой
прикольный на то время. Мы как бы без приключений не обходилось, на самом деле. А ссоры, скандалы, интриги. Давайте вы это, распаковывайтесь, рассказывайте. Ну, я много косячила на самом деле. Немного. Я косячила. Такому место быть, как бы... В каком плане? Как именно? Косячила? А, Как? в поездках, что ли? В поездках? Ксиборчик вообще. Я вообще в этом плане я такая милая дуванчик, белый дуванчик. Да. Вовремя спать легла, вовремя проснулась. Да. Да, это я могла там, знаете, это за 10 минут до выхода на сцену, нет, не на сцену, а на съемки какие-то проснуться. Тут-то ты везде опухшая. Вот. Но я как бы в целом я старалась не краситься на концертах, быть вот натуральной. Так вы все вроде бы натурально выглядели. Ну, это так издалека выглядит, на самом деле, там мы красились все. Ну, многие красились, да. Я не красилась, только так чисто. Я тоже, знаете, так немножечко бровки укладывала и все. Вот. Короче, я косячила. Такое место быть, как бы, я была тем более молодая, молодость все прощает, как А сейчас ты говорится. старая, я смотрю. Нет, ну, сейчас как-то более по-взрослому, осознанная, да, да, по-взрослому отношусь к этому всему. Тем более работа с духовным наставником, как бы, ну, понимаем, да, Извините меня. дало свои плоды. Вот, а тогда я косячила. Ну, женский коллектив, и есть, конечно, сплетни, есть интрижки какие-то, есть, ну, как бы, побои, блин, Присядничество. тоже, блин, есть. Присядничество, да. Есть? Я до сих пор не могу понять, кто меня полил всю дорогу Анатоличу. Анатолич — это продюсер, если что. Да, продюсеру, кто полил. Ну, типа, я узнаю, это по-любому я узнаю. Вот кто из вас крыса, я вот до истины докопаюсь. Ну, были конфликты, но такие... Я ни с кем не старалась не конфликтовать. Ну, ты как наблюдатель со стороны. Ну, мне было стрёмно. Это все наблюдать и видеть, как бы все равно, как бы группа же на слуху, и видят. Извините меня, на слуху. 1 миллион 100 подписчиков в Инсте, потом в ТикТоке почти 3 ляма. Да? В ТикТоке почти 3 миллиона. знаю. Ой, я не наблюдаю за Тукеном, тоже. извините, пожалуйста. Ну, сейчас, как бы, ну, я их вы же в забанила, курсе, видимо. девчонки. И сколько там, почти миллион Когда я на уходила, Ютубе. я вот знаю, что в Инсте был лям, Миллион, точно. Сейчас 1 100 000. О, вау. О, вау. А на Ютубе не знаю. Тоже, наверное, лям, да? Ну, там, да, уже чуть-чуть ТикТока у меня осталось. нету, я ТикТоком не пользуюсь. А, кстати, скоро зарегистрируюсь. Скоро буду выкладывать ролики на ТикТоке, поэтому Они говорят, на подписывайтесь. слуху. Тут их и весь мир знает. Ну, Хакасия там мимо что-то, я не знаю. Но сейчас-то уже будут знать, что там почти все участницы хакасские. Можно было нас смело отправлять на этот, пусть говорят, Конечно. нашу группу. Но это первое же ваше интервью, девчонки. Давайте. Первый подкаст, где вы открыто говорите о группе. Были конфликты, я просто старалась в это никак не вникать и обходила это стороной. И лично меня, наверное, ну, это не касалось, я ни с кем не конфликтовала. И все. Были, конечно, всякие потасовки в плане интрижек каких-то, скандалов. Кто-то крысятничал, ходил. Вот. И были также, блин, мордобои. Мордобои. Было это. Были. Косы ломали, губу разбивали. Да, Губу. именно. Жесть. Случай был такой себе, из-за которого нас оштрафовали потом совместно всем коллективом. Это было в Крыму, когда там один человек, одна девушка, одна женщина аж по балконам прыгала, там лишь бы попасть в номер в чужой. И, Жесть. ну да, типа, ну это вообще не годится такое поведение, да, когда ты состоишь в такой группе мирового класса, а вести себя как бы, ну, вот так вот, не очень красиво. Как бы, да, вот... Осуждаю, да? Я не осуждаю, я не осуждаю. Обсудить обсужу, осудить не осужу. Окей. Да, вот в группе не хватало дисциплины, чего мне этого не хватало. Я, видимо, такой человек, типа, пришли в это время, репетицию отыграли и ушли. А у нас нет. И в плане поездок нету никакой дисциплины. Хоть ты и взрослый человек, но ты должен понимать, что это работа, да? Отыграл, отрепетировал, там всю работу свою сделал, и можно и гулять смело, делать, что хочешь. Ну, как бы, со своей головой нужно быть.
И меня это напрягало капец как. И из тех людей, кто, так скажем, не дисциплинирован, страдали и другие. В том числе я. Я поначалу тоже приходила вовремя. Ну, как бы, да, я, получается, когда я пришла только в группу, я старалась, типа, как вот послушный работник, приходить вовремя, все делать, но потом это и не ценилось, и когда девочки позволяли себе там опаздывать, приходить на час позже, то, извините меня, я не готова тратить свое время на это, чтобы ждать других. Кстати, я еще, знаете, какую тему прочухала тогда? Когда, короче, раньше всех приходишь, ну, на репетицию, например, к 7 нужно быть, а ты в 6:50 пришел, вот, то ты по-любому, короче, от продюсера что-нибудь дополучишь, каких-нибудь словесных вот таких вот в твой адрес. Короче, да? Да. Мгм. За всех будешь Да, отдуваться. да, кстати, я заметила, после этого я стала опаздывать. Извините меня, вот это лично мой такой была моя фишка потом, что я вот на 10 минут допозже приду, потому что, ну, как бы я не хочу слушать вот эти вот грязи в свою сторону, хотя это вообще меня, например, не касается. Так что это лайфхак на будущее для новеньких девочек. Я же говорю про эту дисциплину, у меня внутри вот это. Я спрашивала. Мне сказали, что он показывает свое токсичное вот это вот отношение, но, типа, это хавают. Хавают. Ну, подождите, так, к продюсеру мы еще вернемся. Не было уважения в группе к друг другу, к девочкам. Вот это вот самое главное. Типа, ну, подождут, могу вообще не приходить. А на сцене это как-то проявлялось, вот именно взаимодействие? Все равно вы же вышли на сцену, у вас большая публика, и нужно как-то взаимодействовать друг с другом. как-то Я под конец подыгрывать. заметила это. То есть я, когда выступала, вот эти вот 2,5 года, все было окей. У нас был какой-то коннект в группе на сцене. Было еще нормально, типа мы могли друг к другу подойти, там что-то поговорить. А потом под конец, под крайние, наверное, полгода, я заметила, что мы с Кристиной вообще как будто бы в стороне стоим. Отдалились вообще люди максимально, и на сцене это показывали. Хотя это не профессионально, да. Ну, как бы так не делается. Если вы вышли на сцену, будьте добры, исполнять Зрители свою должны работу. быть Да. максимально сплоченными, Да. хотя бы выглядеть так. Кстати, вот что и, получается, до концерта вот нет уважения, взаимоуважения в группе, и это сказывалось на концертах, сейчас я вот поняла, потому что, ну, ладно, Лиана, да, могла там с Азиан там что-то вот так вот поконнектиться, вот они, когда вдвоем общались, они могли поконнектиться, а другие просто сами по себе. То есть даже до этого, мне кажется, так было. Вот, наверное, у всех есть вопросы, почему мы мало говорим на сцене. Говорили, по крайней мере. В основном как бы говорила солистка, а мы вот стояли там что-то типа не А, не Б. Мы как бы пытались как-то что-то, например, на репетициях вот говорить, пробовать. Нами говорил продюсер, как бы больше говорите на сцене, почему говорит одна солистка Азиан. Вот. Но потом в конечном итоге это все наказуемо оказалось. Вот ты пытаешься, проявляешь инициативу, а потом тебе говорят, блин, вот ты вот здесь вот не так вот сказала. И вообще у тебя голос какой-то не такой. Вот. И потом, да, какое желание должно быть потом как бы проявляться на сцене. Ты потом стоишь вот просто, надел на себя инструмент, думаешь, блин, давайте следующую песню уже. Я, кстати, вот один тур пыталась как-то. Это было в Москве, да, по-моему? 4 Где-то города. там. Вот, Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва и Питер. В этом году, да, было? Год назад, наверное, По весне в прошлом году. по осени. А по осени? По осени, значит. Вот, и мне там сказали, ну ты перед своей песней поговори. С публикой, да? Да, такая, ну все, разговариваю. Ладно, первый город у меня была такая, типа, репетиция. Но, тем не менее, она очень классно сказала, у нее не дрожал голос, она не запиналась, и она вот прям вот молодец. запись это? Сказала хорошо прям. И сейчас я бы хотела исполнить песню, которая ассоциируется у меня с нашим деревенским утром, с нашей природой, с нашим деревенским бытом и, конечно же, с нашей пасекой. То есть как бы я постаралась, вот в Москве и в Питере, наверное, последний, да, был концерт, я прям там выложилась, и как многие меня похвалили, сказали, что да, классно было. И сам продюсер сказал, да, ты молодец, все хорошо, как бы продолжай. Но в итоге все равно я оказалась плохой. Почему? Потом, через какое-то время. Это шиза какая-то. Ну, потому что ты сначала человеку говоришь, все окей, все хорошо, а потом, не знаю, там что-нибудь в голову ударит, и он такой, типа, блин, знаешь что, спустя полгода напомнить себе про это. Ну, такой Да, себе. то есть стараешься, и все равно ты не будешь оценивать. Короче, ты делаешь, тебя по рукам бьют, и все. Ну и потом даже желания потом что-то делать нету. Да. Как бы я тоже много чего там предлагала в плане на концерте что-то сделать. Съемок каких-то прикольных. Съемок, да.
Я даже сама предлагала поснимать девочек, потому что мне не нравилась картинка видео. И как в Инстаграме выкладывали, видно же сразу, что это... Блин, Было- ты сейчас сказала, знаешь про что? Почему всегда вас снимают так сверху? У вас оператор, видеомейкер высокий или что? Вы У как нас будто он, вот, ну- вот такие вот кнопки. Ну, как-то я не знаю, я сама видеомейкер, ну, как бы, да, работала видеомейкером. И вот это вот так вот сверху вас снимать, вы какие-то мелкие все смотритесь. Короче, видеомейкера смените реально. Да, Продюсера смените, ну, типа, он же снимает. Лиана, Чё? мы сейчас не про продюсера. Ну, так он снимает. Он снимает? Он? да. Ты просто про видеомейкера, а я про продюсера, потому что это он снимает. Андрей Анатольевич, наймите видеомейкера, пожалуйста. Девчонок не надо с такого ракурса. Пониже ракурс, да? Ножки голенькие, красивенькие, снимайте снизу, чтобы было, ну, красиво. Ракурс пониже, экспозицию пониже. Там свайпать, ну, короче, это. Надо в инфу. А можно видеоурок, да, отправить в группу туда? Это Пусть смешно, посмотрят. конечно. Окей, ладно. Да, я вот предлагала как бы снимать, потому что как бы мне не нравилось качество. Я ему предложила, и все, у меня лекция на час, наверное. Да так не надо, да это вообще что попало. И я потом думаю, нет, извините, но свои нервы тратить я не хочу на это. И всё. Я так чисто в поездках там что-то снимала, и то он меня потом захейтил, я перестала снимать. Блин, знаешь, что вспомнила момент, когда я поехала в деревню к себе и сняла, короче, пару видюшек для Ютуба, Контента. наверное, да. Вот, где я там, типа, дрова рублю. Что еще было? С Овец баранами спасла, да, чё-то. с баранами. Вот. Ой, классно, молодец, вот, типа, молодец, что сняла это все. А потом, наверное, через неделю, что же он мне сказал? Тут вообще, конечно, нечего выложить. Ну, типа, вообще Вообще все, ни ничего не о подходит. чём. Ты хотя бы так снимай горизонтально. Вот так вот, типа, снимай. Ой, ты, типа, горизонтально снимай. И вот я рассказываю это девочкам из группы, и они такие говорят, а нам говорят вертикально снимать. Ну, типа, информация вообще разная. Ну вот, как бы лишь бы докопаться. Ну, это пофиг, на самом деле. Все было классно. Мы вас благодарим за такой опыт. Мы не будем уходить в негатив. Большое вам спасибо. Это был сарказм тоже. Можете не вставлять, если хотите. Ситуации на сцене, какие были прям самые трешовые? Потому что пару моментов, пару рилсов я увидела, таких не особо приятненьких, ну, где не особо был показан профессионализм. Вот так вот. Когда момент был, это было в Шерегеше. Мы в апреле выступали в Шерегеше. И у меня инструмент такой громоздкий. Как он, кстати, называется? Забываю постоянно. Маринхур, их и гил. Ну, то есть Несколько названий. это Можно по-разному это называть тюркский просто. инструмент, да, в каждом народе звучит по-разному. Вот, и я как бы... А сцена маленькая, пипец. Вообще метр на метр. Да, и я вот так вот это боком стояла, потому что как бы, ну, надо было других девочек не задеть, постараться, по Ну, там крайней мере. сценка-то вот такая Да. очень Да. маленькая была. Да. А у нас, извините, сколько А человек? там была песня, как называется? Смог. «Смог». Молодец, помнишь, да? Да. А там, получается, мой инструмент, он ведущий. Но я вышла вперед, чтобы продемонстрировать свою великолепную игру на этом прекрасном инструменте. Что всегда и требовалось. Да. Имеется в виду выходить вперед на Да, свои песни. на своей песне, где у тебя инструмент как бы Солирует. солирует, ты выходишь вперед. Я вышла вперед, начинаю играть на инструменте, вот этот момент, там где тун-тун-тун-тун. Ну, посмотрите, потом, надеюсь, это вставят. Вот, и я, получается, оказывается, сделала вот как раз-таки... Ну, своим инструментом солистку, да, ты Да, задела? да, Мгм. и что было там, что она сказала. И то я как бы не услышала это в моменте, что она говорит. И мне потом вот Кристина показала шорс, Да. где она говорит, типа, Лиана. А у вас запрещено, да, получается? Да, у называть? меня имя мое Кюнчари сценическое было. Она такая, Лиана. Ну, тоже Мы можно тогда сказать. общались, да, не так близко уже, и, видимо, из-за этого был какой-то негатив в мою сторону. Это было тоже непрофессионально. Вот эти вот все перепалки нужно оставлять за сценой, а не нести это все вот на показ и на публику, людям, которые пришли просто посмотреть на ваше творчество прекрасное. Да, если бы, например, мы выступали на стадионе, и это все, и нас снимали бы большим планом, и выводилось это все на экран, и видели бы такое выражение лица и отношений. Типа. Мгм. То есть были вот такие моменты, да, где Ну, вот какое-то недовольство было?
показывают. Да, я Ну вот на этом шорте я удивилась, то есть было прям вообще вот так, Чётко вот это видно. вот лицо. Мгм, окей. Типа. Ну вот последние полгода, получается, у нас внутри коллектива произошли какие-то изменения. Да, прям. Я начала ближе общаться с Кристиной, отдалилась от других девушек, и как будто бы они вот в свою очередь вот типа, ну вот как-то вот так вот. Такой негатив с их стороны шел. Вот именно в нашу сторону. Да. Как бы перестали даже здороваться. Даже Да. до такой степени? Типа, привет. Ну, как бы поздороваться сложно. Вот. И это все пошло на сцену. Вот в чем заключается Просто главное. непонятно из-за чего, вообще непонятно. Мгм. Именно вот реально за эти полгода прям вот негатив такой шел, змеиное какое-то. Ну вот, логово и, кстати, такое. вот если брать уход из группы, это тоже на самом деле повлияло. Причина, да, одна из Да, причин. повлияло. То есть, как бы, ну, для меня это недопустимо, такое отношение ко мне неуважительное. Блин, просто аудитория так вас любит постоянно. Атамай, Кунчари, вот до сих пор, да, сколько уже прошло месяцев? 3-4 месяца, да, прошло после вашего ухода. И я все равно как бы скроллю, смотрю рилсы, новые рилсы, и постоянно спрашивают, где та девушка, которая играла на этом инструменте. Ну, то есть видят замену, видят новых девчат. И до сих пор, каждый день я вот смотрю, что Атамай, Кунчари, что Атамай была лучше, Кунчари была лучше. Мне кажется, вот золотой состав это был, когда вот была... Алина еще в то время да, была, я, Ляна, Алина, Вика была еще. Вика, Азян, Света и все, да? получается? Хоккайдо. Хоккайдо. И из них сколько хакасов? 4. Больше. Больше? Да, нас 4 тогда было. Да, Ну а вот сейчас у вас 4. 6-7. И Сандро еще, который парень танцующий на заднем плане. Мы, Да, кстати, он тоже, кстати, важную роль играл, блин. Его все любили, это тот еще денсер. и, конечно, странные танцы, но как бы вайб тоже такой, знаешь, этнический. Да. Но тоже любимец к нему. Да. Это было в Воронеже, да, типа Сандро кричали, помнишь? Да. Сандро, Да. мы тебя любим. И ему так было приятно. Он аж Нереально, застеснялся. очень такой прикольный. Мой муж говорит, блин, ты посмотри на этого чувака, говорит, в начале клипа и в конце, как он там сзади зажигает. Но он такой позитивчик тоже в группе был. Мгм. Сандро. Сандро, мы тебя любим, вот честное слово, как бы хорошо отношусь к тебе. Потом братишка, да? Да-да-да. И вот аудитория-то вас вообще любит, обожает. Я смотрела записи с концертов, как все кричат, как вас встречали. Блин, ну просто обалдеть. Я сама очень хотела попасть на ваш концерт. Но когда вы сказали, что вы уходите, ну как бы они по секрету мне сказали, вот, я была одна из первых, кто знал об этом. И я очень сильно расстроилась, потому что хотела прям девчонок видеть на сцене, в национальных красивых костюмах, с инструментами. Ну, то есть почувствовать вот этот вайб и вот опять погордиться, поснимать тоже их, блин. Да, там энергетика на сцене, когда Да. выступаешь, была другая. Ну, когда ты именно выступаешь для своих слушателей, это вот когда были именно сольные концерты, это было, да. Вы прикиньте, вот сколько, 1000 человек, да, мы собирали? Наверное, я не Когда помню. 1000 человек кричат, там, Отукен, или кто-то кричит, Отамай. Там парни были, это было в Москве, наверное, в первом ряду стоят, Отамай, мы тебя любим. Я такая, спасибо. Так было приятно на самом деле. Да, это было классно. Мальчики, спасибо вам. Да, было классно, приятно очень. Кто-то пишет в комментарии, я хочу такую же себе девушку, я хочу жениться на Атамае. Атамай такая, Ага, и мне, кстати, пишут почему-то, типа, поздравляю вас за замужеством. Ты видела, я выкладывала в близкие? Да. Ну, типа, это уже не первый человек, который так пишет. Короче, вас Путают. еще и путают Ну. теперь. Я, честно говоря, когда же группу начала наблюдать, наверное, как у меня дочь родилась в 22 году, и вот у нас мы то кей-поп слушаем на телевизоре, то Тукен, и у меня, знаете, доча очень круто танцует в 2,5 года своих, включаю Тукен, этника, все, она начинает, вы видели же, да, я Да, вам показывала? вот это вот, да, она она тоже начинает вот так вот. танцевать вот так вот, я думаю, господи, мой ребенок, ну, прикинь, с младенчества, вот с самого раннего мы включали вашу группу, еще мы тогда с вами знакомы не были лично. Я думала, обалдеть, какие классные, блин. Ну вот реально хотелось познакомиться, и вот, пожалуйста. Короче, я фанатела. У меня муж, что, включай,
наших любимых девчонок. И, да. Но там песни, потому что в Атукене Очень реально мощные. есть классные. Мне нравится «Феномен» очень сильно. Да, вообще одна Тем из более самых эта любимых. картинка клипа тоже вообще классная. Еще мне нравится «Смог». Там тоже можно какие-то клипы Айдем так- тоже, да, типа, это народная хакасская песня. Мне нравится ее в клубе просто. Да, там такие басы, там так фигачит, Мы классно. первый раз, когда выступали с Айдом в «Лошадке», наверное, да? Собачки в Новосибирске. А, точно. Мы выступали в «Собаке» и в «Лошадке». А где побывали вы? Да, мы в Новосибирске выступали в «Собаке», и... И вот там мы первый раз исполняли Айдом. Господи, это было так круто. Это такие басы там вот не передать словами. Это было классно. И, кстати, мы тогда первый раз собрали вот чисто своих людей. И их было по количеству, знаете, не прям так много, не какой-то там Человек 100, стадион, наверное, да. нет? А там было вот такая вот, ну, как бы Маленький клуб, да, и мы вот выступали на маленькой сцене, но там была такая энергетика, такой вайб, типа люди знали твои песни, они подпевали, они аплодировали очень ярко, и им это все нравилось, и видеть вот это вот их любовь в глазах, ну, это было что-то с чем-то. Это были самые такие вот теплые, уютные, вот знаете, как вот, как говорят, самые теплые, уютные вечера душевные. Вот это вот что-то было связано вот плюс-минус с этим, по ощущениям. Еще было прикольно, когда вот 1000 человек, там Москва, Питер поют Айдом. Причем хакасская Ой, у песня. меня сейчас мурашки пошли, потому что это же хакасская народная песня. Да. Да, и ты слышишь ее вот в Москве, в столь отдаленном, ну, типа в столице России. Тидыдырбэн, Да, да, тидыдырбэн. да. И каждый как-то пытается по-своему спеть, но они знают мотивы хакасские и знают слова, но это уже, типа, молодцы, что вот так вот прославили, как бы, хакасскую народную песню. Ну, да, нужно как бы отдать должное продюсеру, да, Андрею Анатольевичу, что все равно взялся и начал этот проект, реализовал. Как вы говорили, да, это была его мечта, чтобы сделать группу. Вывести на мировой уровень, да. Мгм. Но у него И получилось, он да. добился этого, да. Молодец. И плюс еще были фиты с известными тоже персонами. Это Умат Оскан, продюсер. Это турок. У меня с именами сложно. Да, это продюсер, диджей. Ну, вообще очень известная личность. У него там тоже подписчиков что-то прям 700, что ли. Ну, мы набрали просмотры очень хорошие благодаря ему. По 13 миллионов просмотров, прикинь? Прикинь? Шок. Я сегодня зашла, проверила. Капец. Тоже песня «Алтай» очень понравилась. Вы снимали в Красноярске, да? Да, в Красноярске, вот буквально в 5 минутах от Красноярска. И знаете, вот локации реально были подобраны так, как будто бы вы где-то за рубежом, где-то вообще на севере. То есть не сказать, что это вообще наша Сибирь. Ну, то есть прикиньте, сколько у нас мест, локаций классных. Можно снимать видюхи, классные ролики и прославлять свои регионы. Да, такие. Вот, он такой зажигательный клип и фит с экзибитом. Снимали в Хакасии, кстати, Ширинский район. Это где? Ну, это вот там, короче, Ширинский район в Хакасии. По-моему, около Копьева, если не ошибаюсь. Ну, вот в том районе мы, короче, в юртах жили. Не Орджоникидзевский район был? Орджоникидзе, Аймага, да. Орджоникидзевский район. У меня, кстати, есть видео, я скину потом, как мы жили в юрте. Можете вставить. Не было бани, мы как бы вот как приехали, так и уехали. Салфетками мылись? Да. Салфетками мылись. Но водичка была, типа лицо сполоснуть, но в душ сходить, это таких привилегий, к сожалению, не было. Вот, мы тем более приехали на пару дней. Мы пару дней снимали клип. Мы приехали, отсняли, на следующий день уехали. Ну, с экзибитом у вас были разные локации. Он там у себя где-то в Канаде, да, снимал? Да, мы у себя сняли в Хакасии. Просто, знаешь, в комментариях пишут, а вообще это реально они фит записали или просто, знаешь, соединили, мол... Ну да, еще его слова вот по буквам, конечно, по губам как бы тоже нейросеть постаралась. А так он не снимался, это все фигня. Конечно, ребят, конечно. Заморачивались бы мы так. Слушай, ну а как он согласился вообще? Он сам вышел на вас? Он сам же предложил. Да? Да, он сам написал вот в группу Атукена в Инстаграме запрещенной сети Российской Федерации. Вот, предложил как бы сделать совместный фит.
Вот, и как бы, ну, я как понимаю, Анатольевич согласился. Я думаю, даже у него сомнений, наверное, не было по Я этому думаю, поводу. ему было это интересно. Ему Да. польстило Конечно, максимально. конечно. Месяц, наверное, да, они работали над песней. Ну, короче, недолго. Это все так быстро произошло. Мы отправили свою часть дорожек, а он там уже миксовал, делал. На хакасском Да. был текст, Да. ваш. Мгм. А как вышло, что ты партию исполняла? Вообще, изначально... Да, кстати, пишут, что я типа не кюнчари, а тр-тр. Типа Атамай и тр-тр. Она мне вот сегодня показывала, да. Короче, как вообще получилось так, что я исполняла эту песню, хотя изначально должна была ее исполнять Айко, Алина. Вот. День съемок. Мы как бы уже записали какие-то части для клипа, для вот изначальной версии песни «Believe». Но там произошел, к сожалению, такой конфликт между Алиной и продюсером. Она заранее его оповестила о том, что ей нужно будет отлучиться по работе, потому что она тогда работала в государственной организации. Вот, и как бы не прийти было невозможно, ну, можно так сказать, да. Он как бы с этим согласился, сказал, все хорошо, окей, а потом уже по факту во время съемок разгорелся скандал, потому что как бы не уложились во временные рамки вот эти вот. Ну и вот, и там уже пошел конфликт такой. И Могу решили, рассказать подробнее, если надо, если интересно. Ну, расскажи. Кстати, да, об этом кто-то написал из участников. Я думаю, это, наверное, была Вика, потому что мы как бы ничего не говорили. Кто-то выложил информацию, дал информацию о том, что во время съемок клипа продюсер начал себя вести не очень как бы корректно, да, начал кидать камни в машину. И Она из участница. Да, вот Алине вот в машину, короче, начал кидать камни. И вообще изначально держал ее в юрте, как бы этого места быть, потому что это было реально. Он выгнал всех из юрты, закрыл дверь и сказал, ты никуда не уйдешь. Не знаю, что там было внутри, какая потасовка, но Алина выбралась. Она выбралась, села в машину, которую обкидали камнями, и она уехала. И после этого она сказала, все, я больше не буду сниматься. Я ухожу из группы. Она покинула, да, после этой ситуации? Да. Ну, представляешь, насколько это ее шокировало? Алло, тебя закрыли в юрте, тебя не выпускали, хотя ты заранее об этом договорилась. А потом еще в твою машину кидали камни. Да, конечно. Такое себе. И типа, ха-ха, я думаю, я попаду в окно, разобью. Ха-ха, смешно, блин. Ну, кто после этого вернется? Я бы тоже не вернулась. А для вас не были эти ситуации с звоночком, ну что, как бы скоро надо будет сворачивать? Да, звоночки были, Давно там колокола уже. вообще били, давно уже. Вот, но мы как-то, вот знаешь, вот я могу за себя сказать, я вот спустя время поняла, что я на самом деле была под очень таким большим влиянием этого человека. То есть человек за 2,5 года очень как бы вошел в мое доверие, как бы, ну, продюсер же, поселился в голове, как бы это ни звучало странно. Он поселился в голове, и появились вот как раз-таки страхи и установки вот его именно, что типа без группы я ничего не добьюсь. Ну, то есть на протяжении всего времени, сколько ты там находился, тебе говорили, ты никто, после группы ты там... До чего ты добьешься? Да, ты ничего не добьешься, а Тукен — это самое такое яркое событие в твоей жизни, больше ничего такого не будет. Да, вот такие вот были слова. И как бы за вот это вот все время он очень сильно повлиял потом на мои страхи, установки в голове. Я боялась уйти. Потому что там неизвестность. Да, а это же на самом деле нормально. Страх — это нормальная реакция психики на все новое. Что-то новое, да. Вот, а как бы я вот боялась уйти. Мы уже потихоньку движемся именно к теме отношения с продюсером. Уже девочки, да, раскрывают эту тему больше. Но вот вернемся к тому, почему ты стала солировать, можно сказать, да, в песне «Believe». И вот, и она, получается, ушла. Мне писал продюсер, типа, позвони ей, поговори с ней, чтобы она вернулась. Вот, я как бы попыталась, конечно, но Алина вот сказала, нет, и все. Я такая, ну, как бы передала эту информацию ему, и он сказал, ну, все, понял. Типа, буду думать. И вот, и потом через пару часов он мне написал или позвонил. Он сказал, типа, ну вот, давай исполняй ты тогда. А у меня как бы партия на моем инструменте. И тебе еще мне нужно было буквально за 2 дня выучить все эти слова, еще попадать
Это было сложно. Ну но да, я не с у этим всех- справилась. Я Не у думаю, я всех справилась. получается играть и петь сразу Да, одновременно. мозг типа ломается. Да. Вот и как бы что-то Да, и конечно. руками, и еще говорить, еще попадать, еще и знать, что ты говоришь. Это было как бы... Казалось, на тот момент задача такая неосуществимая, но как бы все сделано было. А ты, по-моему, говорила, что ты первый раз, когда выступала с этой песней, ты не смогла, по-моему, да? Что-то было такое? Я когда первый раз вышла на сцену, у нас был чек тогда. Да. Это было в Москве. Я должна была исполнять эту песню вживую. И я стою, получается, перед микрофоном, и я понимаю, что, блин, я ничего не смогу сказать. У меня просто вот так вот Ты слова не забыла? Да я там даже забыла, как разговаривать на русском языке. Ты про слова мне какие-то еще говоришь. Я забыла вообще как бы все. Я стояла, и я как бы не попадала, партии свои забыла. Я не помнила вообще, как, что говорить. Мне не нравилось максимально, как звучит мой голос в микрофоне, ну, как бы в наушниках. Мне все не нравилось, и я вот помню, я стояла, и я волновалась. И я такое чувство не испытывала со времен каких очень давно. Потому что на сцене-то я давно как бы была. Вот, а вот такие вот эмоции, чувства я, наверное, прям впервые испытала, что я вот так вот стояла и тряслась, типа, от страха. Это На было чеке ты не страшно. исполнила, по-моему, да? Я исполнила, что-то там попыталась. Ну, как бы меня Азян поддержала и сказала, что это нормально, с опытом, со временем это все придет. А продюсер сказал, ну, как он обычно говорит, нормально, в принципе, да, пойдет. И, типа, в своих мыслях. А потом, как бы, сказал, типа, ты не репетируешь ничего, вообще все фигово. Вот, как это обычно бывает. Но я репетировала. Я пробовала, и потом со временем у меня начало это все получаться. Но тогда, по-моему, я не исполнила тогда эту песню. Ну, было бы круто, если бы с «Экзибитом» вы были вместе. Вот там бы вообще была пушка просто. Мне кажется, вся ваша аудитория, все ваши слушатели хотели бы вообще этого фита вживую. Но, Я бы тоже его хотела. Но... увы и ах. Он же должен был приехать. Ну, обещали нам, обещали. Да, кстати, по-моему, была такая информация в социальных сетях, что вот в октябре приедет «Экзибит». Ну, видимо, не получилось что-то там. А вот тебе было страшно, да, на сцене петь, но я сейчас вот понимаю, даже когда я что-то говорю, выступаю, там прямые эфиры какие-то веду, как мне страшно порой бывает. И я сейчас понимаю, как Азян, какая она молодец, красотка, реально. Она же в основном общается с публикой. Ну, по факту. Да, Кристина, что ты? Я ничего, я просто закололась. Сразу заколола у нее. Просто как она держится на сцене, поет вживую и общается с публикой. Ну, у меня иногда от волнения вообще вот так вот, как в прошлый раз. На прошлой записи подкаста. Просто речь пропадает, голос вообще начинает как-то падать, понижаться. Азян молодец. Не ревнуйте, девчонки. Ой, да ладно, сейчас пойду нос разобью кому-нибудь за это. Еще зависит, мне кажется, много от публики. Когда Ну да, публика да, дает поддерживает. обратную связь, да, то тогда намного легче провести такой, концерт. И розыгрыши футбола, кстати, вот проводят тоже. Ну, прикольно. У меня, кстати, двоюродная сестренка моего Вани, вот в Москве, когда был концерт в этом году, она выиграла футболку. Да? Настолько тесен мир? Офигеть. Ее там, получается, она сама занимается этими черлидингом, короче, и она прям встала там, короче, О, такая счастливая молодец. была. И вот, и как бы давайте, ребята, когда вы приходите как зрители, поддерживайте своих исполнителей, им это будет очень приятно. От этого, кажется, концерт так налегке идет. Такой Да. на вайбе. На вайбе. На вайбе, по вайбе. На вайбе. Вайбер? WhatsApp? WhatsApp? Еще по поводу участниц группы, которые пришли на вашу вместо вас. Ваша замена. Я, знаете, что заметила, что сейчас стали как-то их больше показывать. Вот когда предыдущие девочки новенькие приходили, не так показывали активно, а сейчас прям, мне такое чувство, что это как-то камень в ваш огород, чтобы показать, что типа вот, девочки, что вы упустили. У вас нет такого ощущения? Я не наблюдаю, кстати, сейчас за Тукеном от слова совсем. У меня своя жизнь. И я не хочу свою энергию тратить в то, что было в прошлом. Вот мы сейчас записываем подкаст, кстати. Я закрываю эту тему. Еще в Инстаграме выложу пару историй подробных. И потом я тему Тукена закрываю. Я начала свою новую жизнь с чистого листа, поэтому все, что происходит сейчас там, меня, если честно, не интересует. Желаю, конечно, процветания, всего хорошего, но я создаю свою жизнь.
и как бы мне сейчас не интересно это. Окей. Ну, ты не наблюдаешь, я наблюдаю. И Понятно. я по-прежнему рот закрой. фанатка вообще-то. Я по-прежнему фанатею. Не знаю, девочки. С вами без вас как бы... Я шучу. Кристина. Кто-то отписывается сразу, а ты... Нет, я тоже отписалась. Кстати, я расскажу, почему я отписалась. Из-за одного рилса, очень такого интересного. В общем, мне не понравился один рилс с участницей новенькой, да, в группе Атукен Ачинай, где она говорит о том, что хакасочки там, не приходите в группу Атукен, что-то вот такое. Это место уже занято. Это уже место, да, занято мной. Девушки хакаски, ни в коем случае сюда не приходите, потому что это место теперь занято мной. Так прозвучало, честно говоря, двояко. И вроде шутка, но в то же время я уже понимала, про кого она имеет в виду. И, понятно, было неприятно еще в таком тоне, но если честно, да. Я написала еще комментарий, типа, какой ужас. Но это не ужас не в том плане, что девушка, да, там какая-то, она очень хорошенькая, молодец, очень талантливая, да. Но просто вот так вот выражаться по отношению к своему народу, к своей нации, мне кажется, не очень красиво. Я, конечно, понимаю, там, с чьей подачи это все было, но нужно головой думать, наверное. Да. Вот. Я, конечно, сожалею, что я такой комментарий написала, но слова обратно я не забираю. А что жалеть, мне кажется? Ну, высказала свое мнение. Ну да, это в моменте я как-то на эмоциях думаю, блин, ну капец, зачем так произносить? Расскажи ситуацию, которая произошла между вами, между тобой и Ачинай. Рассказываю ситуацию. Мы с Ачинай давно знакомы, друг друга знаем, мы играли в одном ансамбле. Когда мы ушли, Ачинай мне написала: Кристина, вот вы с Лианой ушли, меня зовут Ватукен. Можете рассказать свою причину и стоит ли туда идти? А мне она не писала, кстати. Я ей сказала, как есть, что туда вообще не стоит идти, то есть, ну, тебя человек загнобит, грубо говоря. Она такая, ну все, поняла, хорошо. Ладно. И вот, вижу этот рилс. Я еще до этого выкладывала историю, связанную с Атукеном, потому что меня что-то спросили. Я сказала, девушки хакасские, туда не стоит даже хотеть, потому что он еще девушкам писал из Хакасии. Он там обещал им 500 тысяч. За пешку обещала 500? Да. Я поэтому так и написала, что девушки хакасские не советую вам туда идти. И в итоге рилс получается с моими же словами, и как она сама говорит, что это было адресовано именно мне. Она в своем телеграм-канале об этом написала. Давайте вот будем честны. Да. Это было в твой адрес, твой огород. Да. Я просто вот помню твою историю, как ты выразилась, да, типа, девочки, хакаски не стоит, потому что вам будут однозначно писать. И я, когда увидела этот рилс, меня так задымило, я так разозлилась, я думаю, ну что, совсем что ли? Зачем? Как бы, да, мне было жалко ее по-человечески, потому что, ну, туда вообще не стоит идти, потому что она еще маленькая, как бы, ну, младше меня, там, насколько, на года 3-4? 2. Нет. Неважно. Не суть. Да, и как бы я вообще не хотела, чтобы она туда шла. И в итоге в мой огород камень прилетел. Да, мне кажется, сейчас все делается для того, чтобы вы сожалели об этом, чтобы вы ушли из группы. Да, ну блин. Такие манипуляции, знаете, на расстоянии. Кстати, еще знаете, что хочу сказать? Вот яркий пример того, когда ты обращаешься к своему народу позитивно, то есть положительно, с добром. А вот некоторые люди вот как бы потом берут и вот так вот себе подковыривают. Ну, типа, это неправильно. Типа, ты спросил у человека, человек тебе прямо ответил, как есть. Я так поняла. С хорошими намерениями. А ты потом берешь это вот так вот все переворачиваешь в не очень красивую И как бы я думала, ситуацию. что она все рассказала ему, что я ей писала. И вообще, мне кажется, все рассказала. Зачем спрашивать, почему мы ушли, если, ну, ты потом вот ты такой фигней занимаешься? Да, и она вот говорит, что, ну, меня заставил говорить продюсер. Типа, он написал текст. Ну, извините меня, ты взрослый человек, ты могла бы сказать «нет». Наверное, должна была понимать, какие могут быть последствия после этого. Как бы, когда у тебя нет принципов, нет никаких ценностей, то такими людьми там и будут пользоваться. Управлять легко. Да. Ну, со временем просто, на самом деле, если сейчас все окей, то со временем все покажется, все Мне говно кажется, всплывет. уже там им звоночки
Ну, просто как это было и с нами, люди, ну, как бы закрывают на это глаза. Туда нужно идти со своим характером, чтобы тебя Короче, прогнули. суть в том, что время придет, вы еще поймете, что к чему. И когда вот вы вот такое вот, такие вот действия делаете, когда стебете кого-то, ну, вы потом окажетесь в том же месте. Просто и все. Еще вот как Лиана сказала, я бы хотела, чтобы они туда пошли, девочки, чтобы у каждого появилась самоценность и мозги, да, ты говорила, или что? Да, наверное, такое, потому что, ну, как бы Чувство самоценности. все по-разному вынесут урок из одной и той же ситуации. Люди же по-разному мыслят, как бы воспринимают это все. Но я вот сказала Кристине, да, типа, пусть идут, ну, как бы, может, появится какая-то самоценность. И мозги. Жизненный опыт. Да. Просто у нас наши блогеры абаканские тоже репостили этот рилс и были в шоке. Типа, зачем, что происходит, зачем в таком формате выражаться. Вот, писали лично Андрею Анатольевичу, на что он там как-то, ну, среагировал не очень, Он короче. сказала, да, это Кристина первая начала. Ну, типа, что за детский лебедь? Детская позиция. Да, Кристина первая начала. Ну что, ну это как бы реально не по-взрослому. И многие из Хакасии, да, пообщавшись именно с продюсером лично, ну вот как мне говорили, вообще не то, что не в восторге, но как-то не очень хорошие впечатления, что ли, сложились. Но это уже дело каждого, опять же. Я лично с ним не общалась, поэтому ничего сказать не могу. И сейчас вот пока показывают чаще девчонок вот новеньких и девочку Кыс, которая вместо тебя пришла. По-моему, она якутка. Да? Нигде не написано, да, какой она национальности, но похожа на якутку. И тут недавно видела рилс, где Азян читает рэпчик на долганском и что-то там психует, уходит. Но это было похоже, кажется, на постановку, потому что ни разу не было таких рилсов. Новый сценарий, видимо. Ну да, по-другому, короче, поменяли немножко свой Подход. план, показывают, да, что как бы... Мы написали, что ушли, потому что вот как бы в нашу сторону был абьюз и манипуляторство какое-то. И вот как бы мне кажется, что они начали вкладывать такие рилсы, дабы показать, что вот типа мы терпим. Типа для нас это ок, в этом нет ничего такого. Вот. Там свои стратегии. Ну да, Команда работает, наверно. маркетологов, как правильно преподносить это все. Что, нет? Нет. Думаешь, там вообще- есть маркетологи? Нет? В смысле? А как там, допустим, песни пишутся? А песни, ну как бы он пишет на русском, мы переводим на свой язык. И все. Он ходит с русско-хакасским словарем и такой типа так. Я шарю. Так, расскажи поподробнее. Кстати, мы на эту тему вообще не разговаривали. Ну вот, я пару раз переводила вместе с Хоккайдой текст. Он давал на русском языке лист, ну, мы переводили на хакасский, получается. Вот, и по звучанию тоже как бы делали плюс-минус, ну, чтобы звучали. Просто, знаешь, это я что хотела у вас давно спросить про песни, потому что кто прям очень хорошо знает хакасский, говорят, что непонятно, на каком это языке. Вроде на хакасском, но не на хакасском. Там потому что убираются либо окончания, либо звучание. Ну, как бы Азян, она долганка, она читает Можно сказать, поет по-своему. на своем, как бы как понимает. Конечно, ей записывают, как ударение правильно произносится. Ну, конечно, она по-своему будет читать, как бы как запомнит. Ну, еще специально коверкают, Да-да-да, все не было поняла. прям на хакасском. Нет, чтобы звучание было, мне кажется. Нет? Прям Ну, коверкают? и коверкают, чтобы звучание, если не подходит, они меняют Вот. окончание. Теперь понятно, почему многие не понимают, про что вообще песня. Вроде начало понятно, а потом непонятно. И у многих в комментариях, и даже лично мне говорили, что как будто бы два языка. Ну вот так звучит хакасско-долганский язык. Все теперь понятно из-за солистки, да? Да, потому что она вот как бы на своем же. Если бы мне дали текст на долганском, я бы, конечно, на хакасский все переводила, ну плюс-минус. По акценту, да? Да. По диалекту. Почему мы про миф не сказали, девчонки? История группы, да, мы все вот... изначально, когда я только пришла, например, в группу, у нас не было такого, что вот мы хакаски. У нас не было на сайте официальном, что вот, типа, мы представляем народы, например, как хакасы или тувинцы. Там в группе есть и тувинцы, но про них долгое время молчали. Вот, и про хакасов также молчали, и молчали про долганов. И не так давно только
информацию Мгм. изменили на сайте, что есть и хакасы, и долганы, и тувинцы. А хотя до этого были только чулымцы, селькупы и кто еще? Ну, короче, вот такие вот какие-то Северные народы. народы. Хотя Ни одного чулымца не было, ни или одного. парочка, наверное, да? Ну, типа, При нас по-моему, не в было. начале, да, в начале где-то там кто-то предложил эту историю, ему она зашла, и он такой, да, давайте создадим такую группу. Вот, но потом по факту собрались-то одни хакасы, долганы и тувинцы. Как бы, ну, а информацию изменили не так давно. Ну, просто То был есть миф, где-то, это да. сказка, да, Да. которую легче продать. Ну да, как бы это факт. У каждого продаваемого продукта должна быть своя история. И мы очень долго придерживались именно этой истории, что мы вот все с одной деревни. Мгм. Ну вот и людям не было понятно. Что да, что мы в этой деревне сами создаем инструменты, что мы сами репетируем это все, что, как бы, например, импровизация — это импровизация, а не 3-4-часовая репетиция. То есть это умалчивали, да. Вот. И там, на самом деле, очень много таких вот несостыковок. Ну, история — это есть история. Мы все придерживались. Да, и поэтому из-за этого мифа мы не вели страницы, нам было запрещено. Да, мы же типа все с деревень, где нету сети, нету какой-то там, нету телефонов и все в этом роде. Вы Вот. только на пасеке тусите. Да. Кстати, где эта пасека вообще находится? У нас есть только вот пасека за домом, где Бобровый Лог, там за его домом, где он живет. Это что, фейк получается? Или что? Ну, там типа стоят пару вот этих вот домиков. Вот, и мы все Да, Кристина. мы все около них и тусовались все это время, да. Просто я уже не от первого человека слышу, мы тоже эту тему, кстати, почему-то не затрагивали, что по сути это все фейк, и нету вообще пасеки своей у Андрея Медоноса. Насчет того, есть она и у него или нет, я, кстати, не в курсе, вот сколько Он было уже в группе. медом торгует, получается. Ну, я не еще. знаю, где он этот мед берет, вот если честно. Я не могу сказать эту информацию, потому что я ею не владею. Как бы откуда-то привозит, продает. А Идет, то, что там, где вы окей. снимались, это показное просто. Это все типа, ну да, пару домиков, где живут пчелки. Вот. Где Кристину укусила пчела, я еще его Да, такой да. поет, красиво поет. Просто в этот момент пчела ее кусает за бровь. 2 пчелы меня укусило сюда и вот Есть сюда фотки куда-то. потом? Мы должны это выложить. Нет. Ну, у себя в соцсети На следующий покажи. день у меня просто вот так вот все опухло. Ходила Олег Монгол. Да, это было прикольно на самом деле. Но это все история, опять-таки. Мы не живем на деревьях, ребята. У нас нет домиков на деревьях. Мы, как обычно, люди, живем либо в домах, либо в квартирах. Едим мы нормальную еду. Не один мед. Да, ни один мед. Маски с медом мы не делаем в чистом виде. О, ужасно. Я снималась в этом. Что? А что это такое? Да, мы снимали как-то видео, не помню, куда это надо было. И мы делали маски из меда себе на лицо. Ну, это чтобы продать, наверное, мед уже. Короче, походу, вас просто использовали еще для продажи меда, девочки. Ну да, Как бы, как да, бы так и музей меда, это Атукен называется. И он продает мед чисто потому, что Атукен развил, и у него и другой бизнес пошел. И продажи, Красавчик, получается. вообще красавчик, молодец. Блин, надо курсы вам запускать свои чувства. Да, Андрей Анатольевич, короче, как Атукен прогорит, продавайте свои курсы. Вы по-любому вот на них больше денег сделаете. Слушай, а еще, знаешь, это я видела, заходила на сайт магазина Атукен, есть еще и магазин, где продаются горнолыжные костюмы. Это все вместе, там и мед продается, Мед, там и костюмы продаются. И Хоккайдо И картины ковры, рисуют. да, и Хоккайдо и рисует. картины, да. Мгм. И все это он продает. Но там, конечно, ценники капец. 150 прям тысяч, да, стоит горнолыжка? Ну, Одна горнолыжка 150К. Ну, да. вроде, да. молодец, вообще молодец, чувак. Ой, чувак. Молодец, Нет, ну молодец. извини меня, да, это нужно так все создать грамотно. Конечно. Но в плане... Предпринимательство Да, он молодец. молодец. Да. Это да. Уважаю. Нет, ну я тут без сарказма, если честно, то чтобы это все создать, сделать бренд, продавать за такие бешеные деньги, люди покупают же, да, ну, истинные фанаты, как бы, конечно, им приятно будет. В плане бизнеса можно взять, да, у него там какие-то уроки. Я и говорю, курсы создавайте, бабки будут там напутствия вообще. какие-то. А, еще главное, вот
Вот будете курсы там запускать, договоры подписывать, вы договор хорошо составляете, ладно, чтобы он не был таким вот с большим-большим жирным вопросом. Я не ожидала, что меня когда-нибудь в жизни вот так вот жестко облаханят. Ну, по факту, да, трудовой договор — это Филькина грамота, или как юрист выразилась, реально. Я, Силы короче, никакой сотку могла не имеет. платить, как оказалось. Но ты платила... Но я заплатила эту сотку. За уход из группы я заплатила 100. Мгм. Вот. По договору там было прописано, Да, типа по договору платить 100, я ее заплатила. Блин, а оказывается, могла не платить. Ну ладно, что сделано, то сделано. Но как бы на будущее с договором нужно быть как бы серьезнее. Ну, вы тоже, девочки, не прочитали толком, не ознакомились. И вообще, это так было тупо, короче. Я прочитала все пункты, там, что нельзя выходить замуж, штраф такой-то, нельзя менять имидж, место проживания, вообще выезжать за пределы Красноярска без ведома, без одобрения продюсера. Это я прочитала. Штраф 50 тысяч, окей, думаю, блин, ладно, на добром слове как бы разойдемся. Вот. А вот именно пункт за уход из группы 100 тысяч я не увидела. Прикиньте, вот как бы не обратила внимания. А потом я ехала с Красноярска в Абакан, я еду и просто перечитываю этот договор. Еще мне сказала Кристина, что там нужно, оказывается, 100 заплатить за уход. Я вот все 6 часов, что ехала, я такую депрессуху словила вообще жесткую. Я думаю, как я могла не заметить это, как просто. Ну, урок хороший, уяснила. Теперь все читаю, вот прям досконально. Даже если надо мной будет кто-то стоять и говорить, типа, подписывай быстрее, я скажу, нифига, я сначала прочитаю, а потом подпишу. Поэтому и нынешние участницы тоже как бы имейте в виду, придется платить за уход. Мне не придется платить просто это. К юристу нужно к юристу обращаться. обратитесь, да, Нормально. реально. Если вы решите уйти, и он попросит у вас 100 тысяч, поймите, что там Вы можете не платить. очень много пунктов затронуто, которые задевают права через Конституцию Российской Федерации, а это мы знаем, что ну, как бы на ней же строятся все остальные законы, кодексы. Трудовой кодекс, гражданский кодекс. Вот, а тут Конституция задета, статьи из Конституции. Ай-яй-яй. Ну, Кристина, В рабство попали девочки. Кристина ничего не подписывала, да, Да, Кристина? меня это все обошло стороной. Просто прочитала и не подписала, просто убрала. ты Да, говорила? я прочитала, я позвонила юристу. У меня муж моей тети. Говорю, так и так, договор только подкинули. Да, трудовой договор. Он говорит, ни в коем случае не подписывай. Ты ему обязана полностью, он тебе ничего не обязан. Я такая, спасибо. Короче, ваших прав там не было в трудовом. Вообще реально ничего не Ну, было. понятно, вы Никаких молодые прав. девчонки, как бы, да, особо никто не обладает юридическими какими-то знаниями. Сказали, подписывай, да, там чисто формальности. На деле все будет по-другому. Да, кстати, мне сказали, типа, вот менеджер Ваня, сын продюсера, такой говорит, да, это типа так, формально. Вы потом, типа, договоритесь с ними, все. Возможно, можно было бы договориться, но это не факт. Мне кажется, он бы просто мог удержать от концерта зарплату. Да, Если как бы это он ему обычно заранее и делал. сказал. Да он просто и штрафовал так, типа, не пришла на днюху, все, штраф 50 тысяч. Как так вы не пришли на день рождения вашего самого главного человека вообще в жизни? Он же себя так позиционировал. Да? Да, да. Там еще много, на самом деле, было трэша. Возможно, мы это все расскажем у себя на страницах, но как бы давайте не будем уходить в негатив, да? Ну На этом мы закончим. решили, не закончим, мы еще не заканчиваем. Нет, именно вот эта вот часть. Хорошо, окей. А вообще по версии продюсера, да, или группы, из-за чего ушла даже Атамай Кристина, что она там вышла замуж, вот я читала в комментариях, они отвечают слушателям, зрителям, подписчикам, что Атамай вышла замуж, поэтому она покинула группу. Кунчари вообще там в отпуск ушла. Я в отпуске, я в деревне. Вот, Я в деревне живу уже 2-3 месяца, я в отпуске. да. Да, как бы Кристина вышла замуж, но не по этой же причине. Очень круто, Кристина, мы на самом деле очень рады за тебя. Спасибо, ребят. Новый статус, жена. Да. Скоро будет мать, дай бог. Да. Ты что, сейчас люди подумают, что я тут беременна? Но что хороший этот самый. Нет, ну на самом деле скажи от себя лично, что это не по этой.
Да, конечно, это не главная причина моего ухода. Это все накапливалось. Как я вообще думала, что я уйду там, наверное, к зиме, либо... Ты зиму доставила? Ну, где-то так, да, когда мне Лиана сказала, думаю, блин, а что я буду тут делать, как бы. Я такая, ну ладно, до зимы потерплю. Я тоже скажу свое мнение по этому поводу. До зимы потерплю, там, либо вот этот год доработаю, там, до следующего лета. Мне потом Лиана говорит, ну, я собираюсь в ближайшее время. Такая потом думаю, блин, а может реально тоже уйти сейчас? Типа, ну, а чего ждать? Страх, мне кажется, он будет и через год. Угу. И я такая думаю, ладно, дорабатываем лето. А мне еще просто Лиана говорит вообще, я была в розовых очках просто в этой группе. Единственная причем. Да, знаете, меня оберегали, и слава богу, я просто не во все вникала. И мне Лиана начала рассказывать, я такая, что? Я здесь нахожусь? Думаю, надо вообще скорее отсюда сваливать просто. А что было? Ну, я ей рассказала вообще всю внутрянку. Ну, которую я не знала. Да. И она такая, а это было где? Это было в Воронеже, да, мы Екатеринбург. лежали? А? В Екатеринбург. Екатеринбурге мы, короче, лежали. 12 часов ночи. Да, мы в одном номере же жили. Вот, на разных кроватях спали. Вот, и я рассказываю, типа, Кристина, ты знала? Она такая, что? Реально? Ну и вот, и она буквально на все так реагировала. Она вообще, походу, ничего не знала, где она тусуется, в какой Да, компании, то есть это был в каком июнь, коллективе. начало июня, и вот за 2 месяца я решила, что no, я здесь не хочу находиться. Это темные делишки какие-то участниц группы или кого? Ну, просто Да, это всё внутрянка. вместе. Просто внутрянка, как и везде все бывает. И Ну, ты же сказала, мы не будем в негатив уходить, мы не будем в негатив окей, уходить, хорошо, поэтому, если вы да. не- Ну, просто какие-то ситуации были, которые тебя которые, толкнули, да, для меня, Они мне кажется, шокировали вообще. неприемлемы. Она Да. потом еще 3 часа не могла уснуть, прикинь. И вот, я решила, что я это лето дорабатываю и ухожу. Я думала, август еще доработаю. И потом человек, наверное, просто начал еще больше наглеть, продюсер. Вообще в июле там такой был Да. пипец. Я думала, раньше уйду в июне, наверное, в начале июля У тоже. нас был концерт, вот были концерты Татарстан и Крым. Крым. И я такая думаю, блин, ну может сейчас уйти, вообще не доигрывать эти концерты. Ну потому что реально вот морально еще больше давил. И, короче, знаете, что я думаю? Это, походу, там что-то планеты как-то выстраиваются так, что у него вот так вот давят, и он потом как бы оп, и взрывается. Меркурий, да, там. Да, Юпитер. ретроградные всякие, вот это вот. Как бы это все накопилось, накопительный эффект, и я думаю, я не должна вообще здесь находиться, это не мое место, и как бы это, наверное, тоже не то, чем бы я хотела заниматься. Я более, как и мне говорят, и я сама так думаю, что я более про что-то глубокое, а не так поверхностно поиграть, попеть. Это все не мое. И вот я решила, что все хватит, и я ушла, приняла решение. Был еще момент, из-за чего еще пункт. У моей подруги была свадьба 16-15 августа, и на тот момент был концерт. Я такая думаю, блин, это моя близкая подруга, свадьбу которой я вообще не могла пропустить. Я вот думаю, сейчас уйти или после свадьбы уже, ну, не пойти на свадьбу. Мне потом еще такая Лиана говорит, ну, если ты все равно собираешься уходить из группы, когда? Какая разница, сейчас ты уйдешь или после? Но ты пропустишь свадьбу подруги. Я такая думаю, все, я ухожу. И все, я ушла. Очень быстро приняли решение, да? Ну, как будто я очень быстро приняла решение. Она вот так вот приняла решение, реально. Вот если я знала все это, и я, ну, как бы мне потребовалось год, например, да, 1,5 года, на то, чтобы решиться морально, вот это вот все. She knows. She knows. Да-да-да. Понятно. А мне как бы... Я долго к этому шла. Мне было прям тяжело реально уйти. Вот. И у нас участницы группы тоже выходили замуж. Это им не помешало никак дальше работать в коллективе, в группе. Причина — это не то, что я вышла замуж, а то, что человек реально был абьюзил. Как бы я старалась, старания были не оценены, говорили, что я никчемная, я не умею ни петь, ни играть, что я и говорила в Инстаграме. Вот. И что мне это надоело, я решила уйти. Это была причина. Вот. А как они говорят, что я замуж ушла, это все бред. У меня вот это вот, во-первых, что повлияло, это предвзятое вот это вот отношение, то есть это было вынуждено. Возможно, я и дальше могла оставаться в группе
также работать, выступать, но именно вот это вот отношение неуважительное какое-то, нечеловеческое, блин. И потом еще в коллективе внутри пошли разногласия. То, что ты потом вышла на сцену. Вот, ну алло, мы работаем все вместе, давайте нормально относиться друг к другу. Ну и это было причем на ровном месте, ни с того, ни с сего. Но это было странно, вот. Это было такое вот предвзятое отношение, вот эти вот какие-то скандалы, не по теме. Ух. Пик-пик. Да, за пиком. Я же вообще не матерюсь, как бы. И не пью, и не курю. Да, и вообще я ни Не разу пью не газированные тронутая, напитки. руками грязными. Да, и как бы вот это вот все вынудило на такие вот крайние меры. Не потому что я там что-то как-то о себе возомнила, потому что просто такое отношение к себе. Все, the end, хватит. Точка кипения была на максимуме, я ушла. Понятно, что сейчас вот будет обратная реакция. Реакция в любом случае, я думаю, будет, потому что никто никогда из участниц группы, да, не говорил, что они чувствуют. В принципе, вы не давали интервью Но такое нет. в таком Первый раз, формате, да. И человек будет оправдываться. Но он уже оправдывается за абьюзера и манипуляции. А где он оправдывается? ВКонтакте у себя на страничке. Это, видимо, его очень сильно задело. Ну, таких Конечно. вот людей, на самом деле, это задевает. Как он преподносит? Эго. Если я не восхищаюсь своими подопечными, не фанатею от них, значит, я абьюзер. То есть мы не просим фанатеть от нас. Нам тем более это не нужно. Мы Да. молодые девушки, у которых есть Мы своя личная жизнь. Нам не нужно внимание какого-то взрослого человека, да, когда, ну вот реально мы молодые. И то мы всего лишь просили к себе человеческого отношения. И все. Нам от вас знаки внимания не нужны. Ну, как бы он думает, что из-за того, что он вас не превозносил, поэтому у вас такая реакция. Вот. Да. До этого не обязательно реально нормально относись, да. Это же твои... Нормальное дело, нормально будет. Это же твои работники, да, можно сказать, группа. Ну, да. Понятно, у девчонок, вот, посмотреть на девчат очень простые, нету там звездной болезни, хотя их весь мир знает, да. И спокойно пришли на подкаст. У кого-то уже нету корона на пафоса. голове. Ну, у кого-то там, может быть, из участниц есть корона, неоправданная корона на голове. Это уже дело каждого. Но если человек уходит там, где... Точнее, человек не уходит там, где хорошо. Да. И на пике популярности. Да, был, кстати, какой-то комментарий. Я читала, что Очень если... странно, что Да. девушки ушли на пике популярности. Типа, значит, есть о чем задуматься. Да. То есть даже люди, глядя на все это, понимают, что происходит внутри. Так что людям со стороны все видно. И еще началась, когда текучка участниц, то тогда уже начали что-то говорить. Еще по поводу, кстати, ухода. Это, по-моему, в июле, да, было такое, что прям с его стороны какая-то пошла агрессия жесткая. Я тогда еще думала, что я не отыграю даже июль. Ну вот мы Было. думали. Я помню, я лежала в таком состоянии, думаю, блин, может быть, пофиг, просто купить билеты и улететь домой. Где-то мы были. В Якутске, по-моему, да? Это было июнь, начало июня. Мы были, по-моему, в Якутске. И вот мы еще думали, блин, лето заканчивается, а мы по итогу никуда не могли выехать, отдохнуть нормально. Ну, типа, это работа, конечно, понятное дело, но это работа. Ну, людям нужно давать отдыхать, У выдыхать. нас не было я отпусков. знаю. Да? Мы когда И его- отпускные нам не давали, хотя они были. Мы когда его просили хотя бы дать недельку отдыха от его звонков, от сообщений, просто отдохнуть. Он говорит, вы работать не хотите, вы бездельники. Короче, да, смешно, жесткое короче. обесценивание. Да. Конечно, после и- всех перелетов хочется отдохнуть и лето как бы провести немножечко. Я недавно разговаривала с одной из участниц группы, и мне сказал этот человек такой, типа, блин, Лиан, помнишь, тогда мы сидели на 2-м этаже, и на тебя Анатолий жестко, типа, гнал из-за инструмента твоего. Мне, по-моему, тогда вот струны поменяли. Он тебя спускал. И он, короче, на меня жестко пар спускал. Ну, вот эту всю злобу. И мне говорят, типа, а я смотрю на твое лицо, ты сидишь вот так вот просто. Просто 0 эмоций. Я вот сказала тогда,
У меня тогда, короче, мысль была, что вот доиграешься, вот сейчас возьму, куплю билет и просто уеду. На самом деле, когда ты понимаешь, что не ты подвластен человеку, а ты над ситуацией, что ты можешь в любой момент сказать ему «до свидания», это немножечко легче как бы относишься к этому. И я сидела, реально, на меня орут, я сижу такая, думаю, ну, счастья вам, благополучия. Панцирь, знаешь, такой вырос. Да, За все Мы это были время. камнями там. да. Я камень. Я камень. Это наш локальный мем, кстати. Я камень. А Сандро мне писал: Лян, будь камнем. Я такая, «Ну, я камень». Да, почему-то июль, я помню, очень был такой на эмоции яркий. Ну, не в хорошем смысле, имею в виду. Да, были новые города, было знакомство с другими культурами. Это все очень интересно. Это классно побывать в этом. И за это я реально благодарна, Да. что я посмотрела этот прекрасный мир. Побывали во Вьетнаме, в России, в разных регионах, местах. Новые люди в окружении, как раз-таки, которые принес Атукен. Вот это все круто. Ну, как бы везде есть свои минусы, и с этими минусами я больше не могла как бы соглашаться каждый и выбирает, проживать их. Да. Собираешься ли ты работать с этим или нет. Да, вот просто вот. И вот так вот получилось, что я решила уйти из группы. И это было 1 августа. Да, хотя готовилась я к этому заранее. Девчонки, наверное, мы будем подходить к концу нашего подкаста. Я думаю, получилось очень искренне, Он такой живо. лайтовый, типа, подкаст, блин. Девочки. Лайтовый. Спасибо вам огромное, что вы впервые, да, дали такое живое интервью в подкасте в моем. Давайте вы забудете все это, может быть, не как страшный сон, но просто как прошлое, наверное, да, перелистнете страницу и будете вершить большие дела, я думаю, о вас еще мир, как бы, даже отдельно от Атукена о вас узнают, вот. Поэтому вы огромные умнички, вы через многое прошли, многое испытали, но это все жизненный опыт. Да. Вот. Конечно, хочется поблагодарить наших зрителей, ваших поклонников, которые вас очень любят. очередь, да. Очень любят. Если бы не поклонники, да, не ваша поддержка, наверное, всего бы этого не было, и мы бы сейчас здесь не сидели. Вот. Ждем вашей поддержки, друзья. Подписывайтесь. Ваше мнение нам тоже интересно, даже если оно будет не очень хорошее. Мы Говори. Мы прочитаем. Мы не осудим, но мы обсудим. Пишите комментарии, пишите свое мнение, вообще все, что хотите. Любая поддержка, она важна. Даже хейт — это тоже своего рода Да. поддержка. Я к такому, кстати, готова. Я такое люблю. Давайте, девочки, мальчики. Друзья, подписывайтесь на все каналы, на мои, подписывайтесь на девчат в социальных сетях. Мы будем очень рады приходу новой аудитории. Искренне, от души мы записали Да. для вас этот контент по наитию. По наитию, По наитию. девочки. Мы двигаемся по наитию. Ура! Эта тема закрыта для меня. Я больше Атукен не собираюсь трогать.